Это пример схемы комплементарности с матрицей противоречий. Ты мог бы показать еще много других для других пар элементов или других групп метеоритов. В частности, теперь кремний нанесен на ось X, а магний на ось Y, оба в весовых процентах. Взаимодополняемость изначально основана на центральном наблюдении. И это то, что кондры находятся здесь наверху, а матрица находится здесь внизу. Вот что подразумевается под верхним и нижним. Вот соотношение D, и это обозначено этой пунктирной серой линией. Кондры теперь всегда находятся выше этого отношения D, то есть у них соотношение магния и кремния всегда больше, чем у D. В то время как матрица всегда находится ниже линии CI, это означает, что у вас соотношение магния и кремния всегда меньше, чем CI. Теперь, конечно, ясно, что конт и матрица вместе должны представлять состав всего метеорита. Поначалу это кажется мелочью, так что между контрой и матрицей есть какая-то линия смешения, и где-то на этой линии смешения теперь должен быть общий состав метеорита, то есть в случае Ренатца. Теперь общий состав находится не где-то на этой линии, а прямо здесь, на пересечении линии смешивания с линией CI. И теперь вопрос в том, что это значит. И за дополнительностью стоит очень важный вопрос для исследований метеоритов. А именно следующее. Давайте представим, что у нас есть протопланетный диск, который выглядит примерно так. Вот здесь в центре находится Солнце. И вокруг этого Солнца теперь вот протопланетный диск. Тари-диск. Так что Солнце здесь больше в центре внимания. И теперь возможно, что у вас есть два резервуара. Например, вот один. Вот сюда поступают контры определенного состава, а затем еще один резервуар здесь. Вот сюда поступает матрица со вторым составом. Состав, а затем и то, и другое смешивается здесь. Это было бы возможно. Вторая возможность заключается в том, что кондрон и матрица образуются в одном резервуаре и выходят из него. И это имеет значение для некоторых моделей, для многих моделей образования кондрона и для ранней сортировки. Система играет очень важную роль. И теперь мы снова возвращаемся к этой диаграмме. При первой возможности мы смешиваем два резервуара, то есть кондры с матрицей. В этом случае мы должны ожидать, что общий состав метеорита будет где-то на линии смешения, что он будет где-то на линии смешения, но не обязательно на пересечении с линией соотношения D. Но это именно то, что мы наблюдаем, который скоро будет лежать именно на этом пересечении. И не только для этой пары элементов и для этого метеорита, но и для многих других пар элементов, а также для многих других групп метеоритов. И поэтому кажется очень разумным интерпретировать этот график таким образом, интерпретировать это пересечение, чтобы Эбен-Корн и Мартин. Матрица происходит из одного резервуара и, следовательно, объясняется очень просто, что этот резервуар имел состав CI. А затем высокотемпературные компоненты, которые впервые возникли в контране. А позже возникла матрица. Оказывается, в том же водоеме. И это позволяет нам с дополнительностью ответить на этот важный вопрос о том, были ли контуры сформированы в разных резервуарах протопланетального диска, а затем смешаны, или только из одного резервуара. И здесь интерпретация, кажется, очень убедительно указывает на то, что контурные матрицы пришли из одного резервуара. И это позволяет нам создать очень важную основу для ровных моделей, для протопланетного диска и для образования конденсата. И это то, что стоит за сюжетом комплементарности матрицы кондрона. Кондриты состоят из двух основных компонентов – кондрона и матрицы. Это большой вопрос. Возможно, эти два компонента возникли вместе в резервуаре в объеме протопланетного диска, там объединились в материнское тело. Возможно, то самое родное тело, о котором мы тогда говорили. Получи соответствующий метеорит. А то ли проверок в районе протопланетников. Матрица возникла в другом районе, а затем эти две области были смешаны, материнское тело объединилось, и мы получили из этого метод. Чтобы решить этот вопрос, давайте посмотрим на состав этого метода и этих компонентов. А для этого давайте посмотрим на изотоп 183 вольфрама, который, если его измерить, можно было бы нормализовать до 184 вольфрама.
И тогда мы возьмем эпсилон обозначение, потому что отклонения в вольфраме, в этом изотопе вольфрама, очень четкие. Теперь это нуклеосинтетический изотоп. Это означает, что если мы посмотрим на это, мы увидим различие, это не просто кинетическое фракционирование, то есть зависящее от массы, а скорее кинетическое фракционирование, массовые независимые фракции. И это обычно означает, что мы что-то смешиваем. Теперь у нас есть какой-то компонент с составом, который, как мы могли бы добавить в Кондон, но который не зависит от массы, не в матрице. И в результате у них разные изотопы вольфрама 183. Если мы сейчас посмотрим на разные планетарные тела и измерим состав шаров, то все они примерно или относительно точно имеют одинаковый состав. Теперь давайте посмотрим на CV-контрит, просто посмотрим на кондрон и матрицу и посмотрим, где они лежат. И тогда мы обнаружим, что кондроны лежат здесь с одной стороны, а матрица лежит здесь с другой. Значит, у них разные изотропии. Теперь, конечно, ясно, что балк этих двух, то есть балк CV-контрита, в случае, если здесь CV-контрит и CV-матрица, то должен быть CV-балк, лежащий на линии смешения между этими двумя компонентами, потому что они являются основными компонентами. Предположим, что в еще одном компоненте не слишком много, тогда в сумме эти два компонента должны составить балк. И балк находится на этой линии смешения, так что может быть здесь, или здесь, или здесь, или здесь. Если вы сейчас измерите балку, вы обнаружите, что она лежит не где-то на линии смешения, а точно на пересечении линии смешения с практически полным составом нашей Солнечной системы, то есть со всеми этими подошвенными. Тело, как обычно, имеет общий состав. И это, возможно, не случайно, но из этого мы можем сделать вывод, что это уже становится большим совпадением, контур и матрица, смешанные вместе, дают точный подошвенный состав. Это также имеет гораздо больше смысла, когда мы говорим, что контур и матрица происходят из одного результата. Резервуар, да, только не из этих двух, а из одного резервуара. И здесь внутри образовались кондры, возможно, образовались какие-то досолнечные зерна. Матрица не образовалась или наоборот. И по этой причине кондры имеют такой состав, а матрица такой состав. Но общий резервуар имеет такой состав. И у нас есть простой ответ на это наблюдение здесь. И это то, что называется взаимодополняемостью. Изотопная взаимодополняемость. Она существует и для элементов. Там работает точно такой же аргумент. Ты просто смотришь на состав элементов, а не на изотропию. Это означает, что для аргумента нам нужны эти два компонента, которые составлены по-разному. Но очень важно то, что на этом пересечении находится балка. Теперь мы можем взглянуть на фактические данные по этому поводу. Точно такая же диаграмма, точно такая же картина. То есть здесь на оси Х 183,84 также нормализуется. Внутреннее соотношение до 186,84 теперь не имеет значения. А потом ты впервые понимаешь, что балк здесь на балке, всегда на балке. Общая линия лежит на этой практически нулевой линии. Как правило, всегда на одной стороне, пока не окажется здесь, и матрица, как правило, всегда на другой стороне, за исключением незначительных исключений. И из этой картины, из этой дополнительной картины, мы как раз и делаем вывод, что кондрон и матрица должно быть образовались в резервуаре. И что если бы это произошло в результате смешения, было бы очень трудно, потому что мы наблюдаем это не только в изотопах, но и прежде всего в самых разных системах элементов. Значит, контур и матрица все-таки очень вероятны, возникшие из общего Рёссера из объема в протопланетном диске, а затем аккрецирующийся. Один из самых больших вопросов в исследованиях метеоритов, конечно же, заключается в том, как возникли контуры. И для этого существуют различные модели. Некоторые модели говорят, что контуры возникли в протопланетном диске в результате кратковременных остановок, возможно, туманных вспышек, ударных волн или чего-то подобного. Но есть также модели, где говорится, что частицы растений столкнулись, затем было выброшено очень много материала, а затем то
то, что было выброшено, эти маленькие капельки. То, что было выброшено, это то, что было выброшено, это то, что было выброшено, эти маленькие капельки, это то, что было выброшено. Удобно то, что образовался Кондратьев. В таком случае, при таком столкновении можно было бы ожидать, что, возможно, планета Земля уже была дифференцирована в какой-то форме. То есть они также могли отражать эти процессы дифференциации от астероида. И это также можно проверить, например, на этом графике здесь. На этом графике здесь по оси x1 нанесено соотношение кремния по массе, а по оси y магний по соотношению кремния. Если вы нанесете это на форму магний-кремний через 1 по кремнию, на этом графике будут линии смешения, изображенные в виде линий, а не парабол. Например, здесь наверху есть фостерит, тогда в этом направлении будет больше кремния. И это означает, что здесь есть N-сатит, а здесь внизу, наконец, есть Су2. Так что это линия смешения между форстеритом и СО2. В этом направлении она становится богаче железом, соответственно, здесь есть фаерлит, и от фаерлит снова появляется та же линия смешения, что и между форстерит и кремний. Теперь промежуточный между фаерлит и кремнием, только с чем-то большим. Во всем этом есть что-то железное. Все эти серые точки, нанесенные здесь, это балочные составы кондратов из обычных кондратов. И если ты сейчас посмотришь, то увидишь, что все эти балочные составы находятся где-то, во-первых, между форстеретом и файрили, что вполне подходит. Потому что обычные контуры имеют очень много типов 2. Кондрена, по крайней мере. Богатый железом кондрен. И кроме того, все они находятся между оливином, здесь наверху находится весь оливин, а здесь внизу Су2. Это означает, что все эти кондры находятся примерно в такой тенденции здесь. И такая тенденция сейчас является смешанной линией. Это означает, что здесь действительно очень сильно похоже на то, что контрамиксы сделаны из оливкового материала и материала, богатого СО2. Будь то кварц или береза. Видишь, мы поставили это на место, но это всего лишь два конечных звена. И, конечно же, они также имеют переменный состав железа. Теперь ты можешь посмотреть, как на самом деле выглядят дифференцированные породы на этом участке, то есть где они лежат. И для этого здесь прорисованы две тенденции. Одна тенденция, ты начинаешь с L-кондрита. Он здесь, в центре всего этого, этот L-кондрит, это звезда. А потом была запущена программа MELS, которую вы можете использовать онлайн в интернете, рассчитывается путь Мельцхена, и этот путь проходит то здесь, то там. То есть плавильный завод, который развивается из этого L-кондрита, движется вниз по этому пути развития здесь. И очень отличается от всех обычных контритов, которые все не находятся на таком пути. В качестве второй тенденции отмечены земные породы. Они начинаются здесь с чего-то вроде базальтового состава, то есть с этого синего пути здесь, а затем развиваются по различным ступеням здесь, продолжая спускаться. И с этой второй тенденции вы также совершенно ясно видите, что контуры лежат не на этой тенденции, а на вершине. Но это не так. И это не так. Скорее по этой смешанной линии. Но если вы посмотрите, например, на Евкрита, на эти красные точки, они лежат здесь. Здесь действительно все в тренде, в этом земном тренде. Критика сейчас исходит, вероятно, от Вестера, от астероида, который, вероятно, также претерпел какие-то процессы дифференциации. И вы можете совершенно ясно видеть, что если происходят такие процессы дифференциации, то и метеориты, исходящие из такого материнского тела, также отражают это и лежат в основе такой тенденции. И здесь внизу есть другие, эти голубые, которые лежат здесь, очень далеко внизу. Это такие гранитоидные обломки, они тоже скорее лежат на таком тренде, как земная порода. Другие обломки, подобные изображенному здесь, они скорее всего снова лежат. Теперь это не конотитовые обломки, это только те, которые очень богаты кремнием. Они, скорее всего, имеют тенденцию к смешиванию. Это означает, что то, что ты видишь здесь, это то, что кондры имеют большую вероятность или вариацию из-за того, что они имеют тенденцию к смешиванию. Контрафактные составы производились смесями, состоящими из оливина плюс немного. Богатый кремнием, а не из-за каких-либо магматических тенденций.
Это также означает, что если контран образовался в результате столкновения астероидов, то астероиды либо вообще не могли быть дифференцированы, либо модель просто неверна. Мне приходит в голову одно предложение, чтобы объяснить изменение контуров, что контуры могут изменяться во время их движения, обмениваться образованием со своей средой. Обменивайся материалами, например, CO при фракционной конденсации, и что в результате этого обмена получается такая смесь. И это то, что ты можешь извлечь из этих сюжетов, Кондрен. Они представляют собой смеси материалов и не отражают никаких процессов дифференциации, как можно было бы ожидать на астероидных двигателях. Конденсаты состоят из разных компонентов. Главные — это, конечно, кондрин и матрица, плюс некоторые второстепенные компоненты, такие как, возможно, металлы, цис, бразолярные зерна и так далее. Сейчас большой вопрос в том, все ли эти компоненты сформировались в одном объеме, и в этом объеме затем из этих компонентов образовались материнские тела. Или это было запланировано в продукте. Я написал несколько томов, в которых образовались различные компоненты, а затем они были смешаны вместе. И этот вопрос становится особенно спорным даже в отношении только кондрина. Значит, кондроны образовались в одном объеме, возможно, также вместе с матрицей, и там потом срослись материнские тела. Или кондроны образовались в разных объемах в протоплантальном диске и из объемов затем материнское тело было смешано с различными кондрами. Когда ты занимаешься этим вопросом, очень важно также разобраться с тем, что вообще означает смесь, и существует ли она на самом деле, можно ли смешивать как-то по-разному. Что означает смесь в терминах, разные водоемы и так далее. И я хотел бы немного поговорить об этом здесь. Прежде всего, когда мы говорим о таких смесях, или когда мы смотрим на эту смесь, мы должны учитывать, что мы всегда смотрим только на отдельные группы метеоритов. То есть, например, только CV-контратаки или только CAR-контратаки. Например, здесь это называется CV, это просто схематично. Причина в том, что кондры между CAR и CV-кондратами очень разные. В CV-кондратиях размеры кондронов немного отличаются от размеров CAR-кондратов. В CAR-кондратах очень много металла. В CM-кондратиях кондроны очень маленькие, намного меньше, чем в CAR или CV-кондратиях. То есть очень маловероятно, что из областей, где образовались CM-контуры, кондроны были смешаны с областью, где были CAR-контуры. Потому что просто кондры из разных кондратов очень много. Они разные. Так вот почему мы смотрим только на одну группу метеоритов, а там разные метеориты. То есть в случае CV-споров может быть Аленде, Макаджа-Каба и так далее. Итак, теперь есть 4 разных случая, которые можно рассмотреть здесь, когда имеешь дело с миксом. Первый, во-первых, это практически не микс, а просто объем, из которого образуются кондры. И теперь эти кондры из одного и того же объема превращаются в разные материнские тела, которые затем представляют разные метеориты, то есть Аленды, Каба, Макоя и так далее. Это была бы единственная возможность, когда это в основном резервуар. И еще не смесь. Тогда есть вторая возможность, это тоже еще не смесь. И поэтому речь идет о резервуаре. Всегда остается вопрос, смешивать или не смешивать. Это второй вопрос. Дело в том, что сейчас каждый отдельный метеорит поступает из другого резервуара. Так что у Аленды есть свой резервуар, у Макуи есть свой резервуар, у Каба есть свой резервуар, у Анкантона и так далее. Что теперь подразумевается под такими резервуарами? Это большой объем, и там есть небольшие субобъемы, да, как если бы было большое облако, где они были бы. Там есть небольшие облака или что-то в этом роде. И в них появляются кондры, может быть, немного разными способами, поэтому кондры в Макоя, Аленде и так далее немного разные. И тогда именно кондры Макоя образуются только там и образуют материнское тело. Кондры Алендиона образуются там и образуют материнское тело и так далее. Вот что изображено здесь во второй модели. Теперь у тебя есть несколько резервуаров, и вот туда поступает смесь. То есть в нижнем корпусе здесь слева у тебя тоже есть несколько резервуаров в основном, но на каждый метр приходится только один резервуар. Теперь у нас действительно здесь много резервуаров.
Да, сейчас действительно 4 штуки, как в том случае. А сейчас получается так, что из всех резервуаров во все метеориты, что попало, подмешивают. Так что у нас получилась веселая смесь из всех резервуаров в этот метеорит. Это одна из возможностей этой смеси здесь. И, наконец, последняя возможность. У нас снова есть разные метеориты здесь, так что Макоя, Аленде, Каба и так далее. Но у Кабы теперь есть 3 резервуара, из которых происходит слияние, то есть 3 резервуара Кондрина, из которых происходит смешение материнского тела Кабы. Тогда у Макоя может быть 3, 4 или 5 резервуаров, из которых происходит смешение метеорита Макоя. А затем для Альенда также определенное количество резервуаров, из которых происходит смешение Альенда. Но резервуары между собой не смешиваются. На самом деле это 4 возможных способа смешивания. Следует добавить, что первые два варианта здесь на самом деле очень взаимосвязаны. Потому что поскольку существует несколько резервуаров, то есть несколько учетных резервуаров, из которых смешиваются все метеориты, в конечном итоге получается практически так, как будто это уже не резервуар, а резервуар. В таком случае это было бы неправильным сочетанием. И по сути почти все, что осталось здесь внизу, действительно осталось. И это и больше ничего здесь не должно быть сделано. Это просто разные варианты. Когда дело доходит до этого, что-то смешивается, это происходит из одного резервуара. Ты всегда должен думать об этом, что именно ты имеешь в виду под смесью, что именно ты имеешь в виду под резервуаром. И в этом должен помочь этот образ, ты должен помнить об этом. Когда мы смотрим на кондры, мы находим очень много доказательств того, что кондры изначально были полностью расплавлены. Кондры состоят из более крупных порфировых минералов, оливий, пироксен и атромезостаз, богатых кальциевым алюминием, которые от мелкокристаллического до стекловидного цвета. Это означает, что если когда-то он был стеклянным, то несомненно когда-то он был расплавленным. Теперь мы находим, например, в оливиновых включениях, которые похожи на этот мезостазный расплав. Это означает, что этот расплав должно быть существовал до того, как появился оливин, и следовательно из этого расплава появился и оливин. Это означает, что если весь кондрё должен был расплавиться, мы можем установить температуру. Это означает, что мы рисуем здесь температурную ось, например, в кельвинах, а затем температуры жидкости для кондрина, в зависимости от состава, составляют, возможно, от 1700 до 2000 кельвинов. Ликвидус этого кондра. То есть мы можем сказать, что кондр должно быть когда-то был выше этого ликвидуса. Теперь вопрос в том, как быстро он разогрелся, как быстро остыл. Теперь мезостаз, как я уже сказал, часто стеклянный, то есть должно быть он был охлажден, то есть очень быстро остыл. Бывает и так, что контра часто содержит летучие элементы, такие как натрий, все еще в сравнительно высоких концентрациях, что также невозможно. Если контра остается в течение длительного времени, если температура будет высокой, то все это испарится. То есть контур должно быть довольно быстро снова упал вот под этим ликвидусом, то есть температурой. Теперь получается не просто контур, а много, когда есть все эти контуры. В целом так немного жарко, они излучают тепло и так далее. Может быть, немного подогреете друг друга. Это означает, что в какой-то момент все это остынет, может быть немного медленнее. Мы можем нарисовать здесь ось Х, на которой время может быть в часах. Теперь контуры, конечно, тоже должны были когда-нибудь нагреться. Теперь кажется относительно маловероятным, что этот нагрев происходил медленно, так что теперь контуры идут откуда-то отсюда. Потому что это означало бы, что у вас может быть большой объем, который долгое время был горячим. И из этого объема очень-очень быстро были извлечены контуры, чтобы они очень быстро остыли. И где-то там должна быть граница, где очень жарко и очень холодно. И такая граница почему-то кажется, как будто немного маловероятной. Наверное, поэтому контуры не были горячими долгое время, а наоборот, они быстро нагревались от некоторой базовой температуры и снова быстро остывали. Тогда это имеет больше смысла. Это означает, что у вас здесь базовая температура может быть несколько сотен кельвинов. Все это быстро нагрелось. Это не должно происходить так медленно, потому что окружающие кондры не горячие, они еще не могут обогревать друг друга. Вот почему этот первый подъем здесь, возможно, прошел очень быстро. И тогда у нас здесь есть температурный градиент для образования конденсата. И тогда мы также называем точку образования конденсата T0, и у нас есть до этого отрицательное время, а затем положительное время. И тогда мы можем снова взглянуть на все это здесь. И вот сейчас снова показано то же самое. Я только на минутку изменюсь. Цвет вот здесь снова показан градиент.
Ты тогда все это впервые вывел таким образом, еще раз экспериментально проследил по контурам. Это работает просто отлично. И вот эта оранжевая кривая здесь. В этом случае, например, что-то вроде 600 кельвинов. Затем здесь есть контур над ликвидусом, затем он очень быстро снова опускается, а затем все это остывает в течение нескольких часов. Не очень долго, 50 часов – это что-то вроде 4 дней, может быть еще несколько дней. Это не обязательно должно быть так точно. Здесь наверху снова температура ликвидуса. Здесь еще есть переход через стекло. Это переход, где этот расплав из еще определенного состояния в более крупное становится фактически твердым. Итак, то, что я сейчас здесь изложил, это изменение температуры, которое можно вывести из контрпереноса, а затем также узнать из экспериментов. И тогда, конечно, хотелось бы знать, какой механизм в ранней Солнечной системе на самом деле был ответственен за контрперенос. И там сейчас разрабатываются и предлагаются различные модели. И они работают, и они все еще включены здесь. И их ровно 3 штуки. Однажды здесь будет лучше ударный ветер, ударные волны, модель ударной волны, затем есть модель X-Wind и модель туманной вспышки. Это, пожалуй, еще 3 самых популярных, причем эта модель ударной волны здесь первая. Показанный выше кажется наиболее значимым. Но есть еще столкновение планетиземалии, которое также продолжает оставаться популярным, и еще несколько, о которых я не хочу сейчас здесь подробно останавливаться. И из этих моделей можно сделать временные кривые и сравнить их с экспериментальными или противоположными производными. И тогда у вас есть вот эта кривая для ударной модели, вот эта кривая для ударно-волновой модели, вот эта кривая для туманности. У вас действительно есть модель молнии, поднимающаяся вверх и снова опускающаяся вниз. А для модели X-Wind у вас все еще есть вот эта кривая, вы не получаете таких высоких температур. И опять же, модель ударной волны, похоже, лучше всего подтверждает экспериментальные данные здесь. И это также является одной из причин, почему модель ударной волны так популярна. Однако здесь действительно следует быть осторожным, это всего лишь модели. Модели не предоставляют никаких доказательств, они предоставляют только аргументы. Доказательства, конечно же, должны исходить от самих исследуемых объектов. Как я уже сказал, здесь есть эти разные модели. Есть экспериментальные граничные условия, это самое важное, то есть не экспериментальные, а условия Искондров плюс экспериментальные, это фундамент важный. И тогда мы можем рассмотреть здесь модели, которые, возможно, являются лучшей моделью образования конденсата. До сегодняшнего дня мы не могли прийти к единому мнению о том, какая из них наиболее вероятна. В ударно-волновой модели образования конденсата существует ударная волна или фронт удара, который проходит через газ в протопланетном диске. Не обязательно через весь диск, через часть в диске. И когда мы проходим через этот ударный фронт, который, возможно, имеет определенную толщину, который затем перемещается по нему, в этом ударном фронте газ очень сильно сжимается, и в результате температура в нем повышается. Не по дням, а по часам. Кроме того, в газе есть маленькие пылинки. Они ускоряются этим ударным фронтом. Возникает трение, и это трение также способствует тому, что эта температура там очень быстро повышается. Сейчас внутри этого протопланетного диска находится, как я уже сказал, в некоторых локальных областях, которые очень велики, протопланетный диск контрантрикорсеры. Это маленькие пылинки, которые, возможно, состоят из миллионы мельчайших пылинок состоят и сами по себе имеют размер, может быть 100 микрометров или что-то в этом роде. И ударная волна сейчас ударяет по этим предшественникам кондрона. Эти предшественники кондрона очень быстро нагреваются, возможно, до температуры, превышающей жидкую, более 2000 кельвинов, а затем они снова охлаждаются относительно быстро. Они нагревались немного реже, потому что излучали тепло и тем самым немного нагревали окружающую среду. Декомпрессия газа занимает немного времени, и поэтому охлаждение происходит немного медленнее. Все включено. Но все еще процессы, которые происходят в течение нескольких минут или часов или около того. И я хочу сейчас немного обрисовать все это здесь. Итак, вот эти кондрон-прекурсоры, объекты размером в сотни микрометров, как я уже сказал, возможно, состоят из миллионов более мелких. И затем происходит столкновение с этим прекурсором, ударным фронтом. Этот ударный фронт, который движется вот в этом направлении, это возможно на Т1,
вот тогда при t0 или t2 не имеет значения. У нас есть временная шкала здесь внизу, тогда может быть все здесь будет происходить по этой оси в течение нескольких часов или минут. Нанесено на карту. То, что происходит, когда этот ударный фронт ударяет по кондрам, это то, что за этим ударным фронтом, то есть за этим ударным фронтом, что здесь за этим ударным фронтом, что здесь за кондрами, что здесь за этими кондрами, что 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 за этими кондрами нагреется и просто растает. И все это происходит относительно быстро. И как я уже сказал, температура здесь очень высокая. Предположим, мы нанесем здесь температурную ось, то есть ось y в градусах Кельвина, тогда, может быть, получится что-то вроде 2000 кельвинов. Так вот, эта температура в градусах Кельвина может быть 2000 кельвинов. А за ударным фронтом температура поднимается как раз до этих значений. Температура окружающей среды перед этим составляет около 100 кельвинов. Вы не знаете точно, может быть 400, 500, 600 кельвинов или что-то в этом роде. И именно на этом ударном фронте, как только он наступает, он резко повышается, может быть, до 2000 кельвинов. За этим ударным фронтом все идет немного медленнее, может быть еще быстрее в начале, а затем еще немного медленнее. И само это контрабразовательное мероприятие здесь может занять от нескольких минут до нескольких часов, а охлаждение здесь сзади может занять от нескольких часов до нескольких дней. И за этим ударным фронтом эти кондры охлаждаются немного медленнее, поэтому становится все холоднее, пока наконец они действительно не станут такими же кондрами и здесь. Представлять. Вот где у тебя есть кондры, вот где у тебя есть кондры. И благодаря тому, что охлаждение здесь происходит немного медленнее, в этом расплавленном контре минералы могут кристаллизоваться, возможно, до сотен микрометровых оливок пироксенов. В какой-то момент это может произойти снова быстрее, так что часто в мезостазе также образуется стекло. Кроме того, это может быть как раз в той области, где, когда контуры все еще частично или полностью расплавлены, происходит обмен материалом с окружающей средой. Что газ здесь может смешиваться с контурами. Поменяли местами, и это возможно слишком. Грядет зонирование. В этих противостояниях, которые ты наблюдаешь очень часто. Все это снова немного обобщено здесь в наброске. Итак, вот холодный газ с прекурсорами кондрина. Тогда отсюда и возникает этот ударный фронт. Все кондры нагреваются. Здесь указан этот температурный градиент, соответственно, он, конечно, идет в этом направлении. То есть низкая температура, которая быстро повышается. А потом снова понижается, контуры формируются, затем остывают, и тогда появляются готовые контуры. Здесь внизу также записано расстояние, так что, конечно, можно использовать расстояние, чтобы фронт удара встречался с этими контурами именно здесь, на расстоянии. Впереди показал это со временем, это, конечно, тоже важно. Как я уже сказал, это процесс, который в целом может занять от нескольких минут до нескольких часов. И эти температурные профили – это именно то, что вы знаете из экспериментов и из соображений контрформирования. И эта модель ударной волны очень хорошо это воспроизводит, поэтому и в целом она относительно популярна. И это модель ударной волны контрформирования. В модели столкновения астероидов с контрформированием предполагается, что именно здесь астероид 1 сталкивается с астероидом 2. При этом происходит чрезвычайно сильный нагрев. Материал выбрасывается здесь, и он горячий и расплавленный. И из этого горячего расплавленного материала, который затем разбрызгивается на множество маленьких шариков. И эти маленькие шарики, которые также расплавились и, возможно, также находятся здесь в какой-то газовой фазе, затем снова остывают и затем образуют конденсаты. И это очень быстрое и простое образование в этой астральной модели столкновения. Сами астероиды также должны быть расплавлены для этого, иначе это не сработает. То есть два твердых тела, которые сталкиваются, не производят расплавленных шариков. То есть, возможно, есть твердая кора, но под ней все также должно быть как-то расплавлено соответствующим образом, по крайней мере на одном из двух астероидов. Конечно, тогда есть некоторые вопросы, которые возникают здесь с этой моделью, а именно, не должны ли все контуры иметь одинаковый состав, когда они выходят из пальто. Чего, конечно, не бывает в контрапункте. Что с матрицей? Откуда она взялась? Да есть же это контурно-матричная комплементарность. Вопрос в том, может быть, эти астероиды снова нарисованы дифференцированно, у них такие оболочки, тогда весь металл здесь внизу. То есть, как металл все еще входит в контуры после этого, если все контуры выходят из силикатного слоя здесь,
но содержат контуры, да еще металлический или сульфидный. Если бы здесь происходили процессы дифференциации, возможно, те же самые образцы Земли могли бы иметь фракционирование, чего на самом деле нельзя было увидеть, и так далее. Так что все эти вопросы, конечно, должны решаться с помощью модели, что на данный момент не всегда так. Случаи есть, но есть также много людей, которые предлагают здесь решения для X-ветер — это астрофизическая модель ранней Солнечной системы, и она немного иллюстрирована здесь, в этом наброске. Я просто хочу остановиться здесь на свойствах, которые имеют отношение к метеоритам и космохимии. Во-первых, Х-ветер исходит из того, что здесь есть магнитные линии, которые показаны здесь серым цветом, которые пересекаются здесь. И это пересечение как раз и образует Х, а значит и Х-ветер. Кроме того, здесь есть ветры, которые могут переносить материал из этого региона во внешние области протопланетного диска. И затем здесь в области пересечения есть область, которая затем называется X-областью, то есть пересечение этих силовых линий магнитного поля. И в этой X-области теперь возможно, что материал может быть на короткое время нагрет до очень высоких температур, может быть расплавлен, а затем снова быстро восстановлен. Остывает. Это именно то, что нужно для формирования континента, то есть регион, в котором потенциально может произойти формирование континента. И поэтому он интересен именно для метеоритов. Это означает, что здесь, возможно, есть материал здесь, в этой области, из этого X-региона, который затем нагревается на короткое время, то есть материал кондрена-прекурсора, своего рода мелкозернистые агрегаты. И затем эти кондры переносятся вот этим X-ветром наружу и в более отдаленные области астероида и сегодняшнего астероида. Это снова идет дождь, и там он может смешиваться, например, с мелкозернистым материалом, который затем образует матрицу. И тогда кондроны и этот мелкозернистый материал будут срастаться, образуя астероиды. А то бы тебя Кондратий и матрица вместе схватили. Кроме того, здесь в районе X-области могут появиться еще и ЧИС. Просто потому, что X-область очень близка к Солнцу, так что это всего в 0,06 астрономических единицах от Солнца, это X-область. Очень близко к ней, там, где, возможно, и происходит конденсация ЦИС. То есть Чи все еще в некотором роде ксенолитичны, потому что, возможно, они образовались не непосредственно в X-регионе, а просто поблизости. Но затем вместе с кондрами переместились бы сюда, в эти внешние области. Тебя нужно перевести. То есть ЧИС и кондрит смешиваются в области Х-области, оба вместе перемещаются наружу, во внешние области, там они стекают вниз и смешиваются с матрицей, образуя кондриты. Это вкратце то, что имеет в виду модель X-ветра или X-ветра, по крайней мере для космохимии. Таким образом, модель X-fin также является двухкомпонентной моделью, потому что вы просто помещаете контры дальше внутрь, а затем матрицу дальше вовне. Итак, два региона для контренной матрицы, где все это смешивается. А сейчас, конечно, есть и другие модели, которые требуют, чтобы контры и матрицы формировались в одном регионе. Это связано, например, с аргументом о взаимодополняемости. Так что здесь есть определенный конфликт. Так что это двухкомпонентная модель, это важно для всего этого. И это вкратце суть того, что говорит и подразумевает модель X-Fine для космохимии, метеоритики и образования конденсата. Сейчас предложено очень много моделей образования конденсата, некоторые из которых относительно любопытны, и лишь немногие из них действительно рассматриваются на данный момент. Это определенно включает в себя модель ударной волны. Или столкновение астероидов в настоящее время очень популярно. Тогда есть еще такая вещь, как молния. Конечно, туманные вспышки, но похоже, это не очень хорошо работает. Просто урожайность кондрена не так высока, как должна быть. Поэтому при вспышках молнии в тумане частицы трутся друг от друга, заряжают друг друга, а затем разряжаются. Тогда есть что-то вроде модели X-Wind, который когда-то был очень популярен, сейчас уже не так популярен. А потом есть еще, как я уже сказал, относительно много любопытных вещей.
Однажды было высказано предположение, что существуют планеты с атмосферой, через которые проходит материал, нагревается. Конечно, никто больше не верит в это в наши дни и так далее. Источники шока совершенно разные. Например, однажды испытал шок, так что шок прошел через более или менее протопланетный диск. Ты не совсем точно знаешь, откуда происходит потрясение. А может быть, это астероиды, которые проходят через диск. И поэтому они создают такой ударный фронт здесь впереди, и это происходит из-за этого. Так что это, пожалуй, самые важные модели, которые, безусловно, обсуждаются на данный момент. Эти четыре, конечно, как я уже сказал, из этих любопытных, где есть еще целый ряд, в который я сейчас не вникаю за исключением. Ударные волны, столкновения астероидов, возможно, молнии или это модель X-Wind. Что ты хочешь сказать? В осколках метеоритов в обратном рассеянии электронные изображения, подобные этому, визуально очень похожи на кондроны. Например, вот здесь внизу это кондр, вот кондр, а вот это наверху это чи. Как я уже сказал, сначала выглядит относительно похожим на кондрина, у которого тоже может быть такой же размер, теперь немного больше. Но что часто не всегда бросается в глаза, так это довольно некруглая и неправильная форма у него. Опять же, это были бы у него волосы, который также имеет очень неправильную форму. Это очень типичная внешность чиз. Здесь сейчас показано очень неправильное чи, и одна из причин, почему они такие неправильные, заключается в том, что эти чи конденсированы прямо из солнечного протопланетного диска, из солнечной туманности. И причина, по которой ты это знаешь, исходит именно из этой неправильной структуры. Однажды это может произойти при конденсации, но еще более поразительным и типичным является это усиление CV наизнанку. Так вот, здесь внутри все это кальций, алюминий, богатые минералы. Все это возможно: гибонит, перускит, геленит, акерманит, шпинель, может быть даже немного корунда и так далее. И внешне здесь есть что-то, что ты можешь узнать вот так. Всегда есть разные зоны, вплоть до внешнего мира. И минералы в этих зонах следуют последовательности конденсации минералов здесь слева на этой картинке. Так что вы обнаруживаете корону изнутри наружу, это сейчас не так часто. Возможно, ты сможешь найти сам, но тогда что-нибудь вроде гибонита, пероксита, геленита, шпинели, акаманита, а затем время от времени еще немного энзотида диапсида. Главное, конечно, кальциевый вариант. И этот эпизод был впервые показан Волк в 1977 году. И Лаверинг, и поэтому их также называют Work Lava in Rims или просто Рендес.
И из этих краев и этой последовательности минералов можно сделать вывод, что это конденсация. Как я уже сказал, тоже лишний. И поэтому у них часто бывает такая форма. Тем не менее, крис тоже иногда могут быть круглыми. Такой круглый ребенок может быть что-то около 200 микрометров в диаметре. И здесь вы также можете увидеть рост липучки. Я думаю, шпинель находится в другой фазе, богатой кальцием и алюминием. Я даже сейчас не совсем понимаю, что это такое. И это означает, что здесь все это очень быстро кристаллизуется в этой богатой кальцием и алюминием фазе. То есть похожий на кондрон, и возможно это чи, которые снова расплавились во время образования кондрена. Чи возникли в самом начале, в точке 0 нашей Солнечной системы. Кондрон, возможно, примерно на 2 миллиона лет позже. То есть эти чи, возможно, также образовались здесь, в Т0, а затем были сформированы вместе с элементами управления. Снова нагрелись здесь сзади и тоже очень быстро остыли, и поэтому у них такая скелетоподобная структура. Минералогия крисов также используется, чтобы немного их классифицировать. Например, конечно, есть разные виды, в том числе редкоземельные элементы и тому подобное. Но также и в такой тройной диаграмме, где здесь наверху есть миллилит. Это формула кальция, натрия 2, магния, алюминия, а затем Си2О7, так что силикат здесь внизу – это вода. Окаменелость – это пироксен, содержащий алюминий. И вот все остальные минералы, которые объединяются. И тогда вы можете разделить их на три группы. Они сделаны здесь раз А, они лежат вот здесь. То есть в элитном мире есть такие, которые находятся относительно посередине, это тип В, и есть еще С, которые лежат здесь как один из способов классификации типов Кай. Так что эти буквы А, В встречаются очень часто. Тогда также очень часто можно разделить единицу на мелкозернистую или мелкозернистую, это всегда ЭВГ-чи, тогда, конечно, есть и, соответственно, coarse-grained. Чи тогда есть и такие, как компактный. На самом деле существует очень много разных типов ЦИ. Так что здесь можно встретить очень много разных. И это первое, как выглядит чи, почему они так выглядят, как они образовались и как их можно разделить на соответствующие минералогические категории. Одним из способов классификации богатых кальцием алюминием включений, то есть Кай, являются их образцы редкоземельных элементов. И это однажды показано здесь, на этой диаграмме. График категорий с редкоземельными элементами по оси X и по оси Y. Частоты редкоземельных элементов. И правда в норме на Q. Это означает, что вы берете концентрацию редкоземельных элементов в ЧЕС и делите ее на противоположную по концентрации редкоземельных элементов в CI. Ось UI также разделена на две части. В верхней части есть линейное масштабирование, а здесь внизу локальное масштабирование. Но это все образцы ЧИС. Ин-чи, напомним, является редким компонентом, который встречается в обычных спорах только время от времени и составляет почти 0%. Может быть от 0 до 1% или около того. И относительно чаще встречается в спорах с углем, может быть до 3-4%, но часто встречается в СС-спорах. И только 1% в спорах с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Это важный компонент, поскольку это один из самых старых объектов, которые мы знаем в Солнечной системе. И, следовательно, также по определению определяет начало или нулевое время нашей Солнечной системы. Сейчас мы делим Ки на 6 групп. Когда-то группы с 1 по 6, где группа 4 это не Ки, это относится к объектам, богатым магнием. То есть шестая группа нуждается в чем-то еще, и это все еще здесь, группа ультрарефракционных моделей. Тогда я начну с верхней части здесь. В целом это хорошо видно здесь наверху, редкоземельные элементы на самом деле всегда обогащены как минимум в 20 раз по сравнению с Ди. Ясно, что это также тугоплавкие элементы, как и сам кальций, алюминий. И теперь, во-первых, здесь есть эта группа 5. И эта группа 5 – это группа, которая имеет полностью плоский рисунок, без каких-либо фракций. И затем здесь есть группа 6,
которая имеет положительную аномалию в Европе и в Утербии. И в дополнение к этому есть группа 3, которая имеет отрицательную аномалию в Европе и Утербии. Европе и Утербии являются наиболее изменчивыми из тех же элементов Земли. В некоторых моделях получается так, что редкоземельные элементы конденсируются, а Европе и Утербии нет, из-за их изменчивости они остаются в газе. И поэтому эти Чи тогда получают отрицательные аномалии, и газ тогда еще конденсируется. Европей, который обогащен, когда это происходит, производит Чи или минералы, которые имеют только положительные аномалии. Но есть еще группа 1, которая имеет только положительные аномалии Европе. Из нижнего района, как я уже сказал, это локализация. И первое, что ты видишь здесь, это разделение, и это то, что здесь тяжелые редкоземельные элементы разделены на легкие редкоземельные элементы. То есть ультрафакторов на 2 порядка больше. Редкоземельных элементов больше, чем легких редкоземельных элементов, что вы можете увидеть здесь. А в целом они обогащены на 3 порядка, редкоземельные элементы, потому что даже в легких редкоземельных элементах они обогащены еще больше, чем в 20 раз. И к тому же практически дополняющий, есть еще эта группа 2. Опять же, может быть в другом цвете, вы видите, что легкие редкоземельные элементы на этот раз немного обогащены, чем тяжелые редкоземельные элементы. Опять же, когда образуется ультрарефракционная структура, возможно, очень рано при очень высоких температурах эти ультрарефракционные элементы конденсируются. Или, возможно, также переходят в различные минералы, тогда они становятся более твердыми, чем тяжелые редкоземельные элементы. Остается только взаимодополняющий, у которого есть образец Земли, сначала оставленный, а затем из которого может образоваться эта группа 2, например. И если он поступает в разные минералы немного по-разному, то для этого обрабатывается разное количество минералов, поступающих в разные CS. Это тоже ответ, что здесь есть такие закономерности. И вот как выглядят эти закономерности, такой земной узор в ЧИС. Они используются для классификации ЧИС. Однако эти образцы не соотносятся с петрографическими типами. ЧИС тоже может быть разным. Внешний вид, но это не так, что КИС определенного петрографического типа, определенного внешнего вида, коррелирует с определенными редкоземельными образцами. И это относится к редкоземельным элементам в СНГ. Если, например, определить количество ЧИС в тонком срезе, то здесь очень быстро могут произойти ошибки, то есть будет определено неправильное число. Причина этого, одна из причин в том, что Чи очень редки, возможно, от 0 до 3% по объему в метеорите. И если вы посмотрите на такой метроид, то дело не в том, что эти 2-3% по объему распределены однородно, а скорее в том, что они распределены довольно неоднородно. Теперь ты можешь немного представить, как капли дождя падают на плитки тротуара. А когда начинается дождь, в самом начале на некоторых плитках остается очень много капель, на некоторых меньше, на других немного. Так что на каждой плитке разное количество капель. И все это называется распределением Пуассона, или как его еще называют, распределением Пуассона. Летнее распределение, здесь внизу количество капель дождя, а на оси Y частота или количество плиток. То есть, например, на том месте может быть на 50% плиток было бы 10 капель дождя, может быть на 20% плиток было бы 5 капель дождя. И опять то же самое, на 20% плиток может быть 30 капель дождя. И вот как все это выглядит. И если у тебя есть штрих, который, возможно, покрывает только эти плитки, то ты получишь неправильное число. Ты тоже можешь немного смоделировать это, и тогда это будет выглядеть вот так. Вот здесь все это, как только что показано в виде модели немного большего размера с реалистичными размерами контура. Это значит, что здесь у вас огранка от 0 до 100 мм. Сами контуры, сами точки — это все точки, у них есть каждая точка, иногда больше, иногда меньше, это точки, они не все одинакового размера. У них, например, ци с диаметром от 10 до нескольких миллиметров, и они показаны здесь. И если бы у тебя сейчас была огранка размером 10 на 10 миллиметров, это не было бы нереально, как, например, здесь, то здесь было бы очень мало цис. И, соответственно, ты бы получил очень мало цис. Но это было бы неправильно. Неправильный результат.
Если бы у тебя был такой штрих, например, выбравшись из метеорита, ты бы определил очень много криса. Здесь точно так же можно было бы определить и очень многое другое. Не только подход, но и площадь. И площадь, например, здесь значительно больше, в то время как в огранке, подобной этой, она значительно меньше. Или опять же здесь площадь намного меньше. И поэтому здесь нужно быть очень внимательным, чтобы не ошибиться с номером. Конечно, если у тебя есть очень большой штрих, предположим, что у тебя есть вся эта часть в виде штриха, то есть 5 на 5 сантиметров, тогда ты получишь гораздо более репрезентативный результат. То есть это распределение Пуассона, которое зависит от этого, вначале, возможно, было бы таким широким. Тогда, в зависимости от того, какой у тебя штрих, ты мог бы что-то определить в разных местах. Если бы у тебя были очень большие штрихи, то это распределение персонала стало бы намного более зависимым, и ты получил бы гораздо более точный результат. Так что здесь тебе просто нужно быть осторожным. Конечно, это относится не только к ЧИС, но и к любому компоненту, который сейчас имеет низкую частоту, что ты должен быть осторожен здесь из-за этой раздачи паспортов. Если ты посмотришь на это тогда в угольных спорах ЧИ. Частота CI, так что частота CI что-то вроде 0,1 бис. Если вы посмотрите на разные контуры, то увидите, что, например, угольные контуры имеют частоту CI примерно 0,1 до 3% по объему. Обычные контуры в большинстве случаев имеют примерно 0,1. ЕС также составляет что-то вроде 0,1% по объему. И что-то вроде R и K, у них может быть немного больше, может быть от 0,1 до 1. Но в целом на самом деле это так, что процентное соотношение редко превышает процентное соотношение по объему. Настоящим исключением на самом деле являются резюме, потому что резюме, возможно, имеют 3–4% ЧИС по объему, и поэтому они здесь самые распространенные. И это частота ЧИС, и на что нужно обращать внимание в любом случае. Контуры состоят в основном из кондрина и матрицы, в большинстве случаев более чем на 95% по объему. К этому добавляются сульфидные металлы и именно цис. И теперь возникает вопрос, откуда на самом деле берутся эти цис. Это ксенолиты, которые образовались в другом месте, а затем были смешаны с ними, или они образовались вместе с кондроматриксом в резервуаре. И это позволяет вам немного взглянуть на состав цис и балк метерина и на диаграмму. И для этого вы сначала смотрите на ось Х, чтобы получить разрешение. Не хватает расчетного модального запаса СНГ в контриде. Как дела сейчас? К нему можно подойти и сказать «балк контрид». У него алюминий, или мы просто предположим, что балк контрид имеет CI контрид, то есть соотношение CI алюминий-магний. Это, конечно, предположение, которое может быть неверным, но это первое приближение к нему. А затем вы измеряете состав метеорита и видите, что в балке, то есть в балке кондрита, есть это соотношение алюминий-магний. Это больше, чем у Ки. И эта часть, которая здесь больше, это был бы своего рода избыток алюминия и магния. Так что в балке, очевидно, немного больше алюминия, чем можно было бы ожидать от химического состава. Как я уже сказал, предположил, что это не то же самое, что изначально иметь химический алюминиево-магниевый состав. Теперь, исходя из этого избытка, можно просто сказать, хорошо, мы берем излишек алюминия и вычисляем из него объемное количество ЧИС. При определенном содержании алюминия что-то вроде 20% или около того. И тогда, возможно, в каком-то примере получится процент по объему.
И тогда это можно будет применить здесь, на оси Х. В точке 1 ты говоришь с расчетным модальным запасом КРИ. И на оси Y теперь, конечно, появляется фактически, то есть какой-то определенный модальный запас Хи. И если здесь 1, то, конечно, можно было бы ожидать, если бы вы сейчас это вычислили, что, возможно, определенный запас лежит точно так же здесь. Или если бы вы вычислили 2% по объему, вы могли бы ожидать, что он, возможно, лежит здесь. Это означает, что если КРИС ксеналитичны, то можно было бы ожидать, что они будут лежать прямо на такой вот корреляционной линии. Что бы это значило сейчас, если предположить, что модальный запас CI находится в контритном сегменте здесь? Так что это будет больше, чем вы рассчитали. Возможно, их будет 2, хотя вы рассчитали только 1. Это означало бы, что на самом деле вам нужно больше, даже больше алюминия. Это означает, что избыточного алюминия недостаточно для того количества ЦИ, которое есть, но здесь нужен не только избыточный алюминий, но и нечто большее. Здесь нужно столько алюминия, чтобы получить 2% ЦИС по объему. И это означает, что соотношение алюминий-магний изначально должно было быть меньше, чем соотношение Ки-контрит. А если все наоборот, если, конечно, что-то ниже всего этого, то на самом деле в объеме изначально было бы больше алюминия-магния. Это также может быть связано с тем, что, возможно, произошла метаморфоза, и ЦИ была поглощена другими минералами, и поэтому изначально, возможно, было больше ЦИ. Но с которым сейчас произошла метаморфоза. Теперь ты можешь взглянуть на диаграмму, на ту самую диаграмму. И там, где указаны различные методы, ты видишь, что на самом деле контуры, такие как CV, CM, CO, все выше. Лежи смирно. Это означало бы, что изначально алюминий должно быть был магнием в маленьких d. При условии, как я уже сказал, что это предположение вообще верно. Ты видишь, что контуры d здесь ниже, который на линии. И контуры CK метаморфизированы, то есть это действительно можно объяснить метаморфозой. CBS они немного сложны из-за ошибки, потому что у них очень мало СИС, и определить все это тоже не так просто. Значит, они могут быть прямо на линии. С ними это немного сложно сказать, но другие определенно здесь всегда выше этого. И если это правда, что их алюминий и магний немного меньше CI, то из этого следует интересный вывод, что они похожи на состав шарика без CI. Это похоже на обычные контрики, потому что у них тоже есть алюминий, магний, который немного субконтритный. Так что, возможно, там тоже есть генетическая связь. В любом случае, еще один важный вывод для начального вопроса. Чи также отличаются от этих доказательств. Но это также показывает, что относительно ясно, что это безусловно были ксенолиты. То есть ки, безусловно, являются ксенолитами, которые образовались в другом месте, а затем были смешаны с контритами. Иногда возникает небольшая путаница, когда говорят о ЦИС, АО и рефрактерных включениях. И я хочу здесь немного остановиться на этом. Здесь слева показан очень хороший пример ЦИ. В ядре или в целом ЦИ, конечно, очень много кальция, богатого алюминием минералов. А внешне здесь можно различить очень красивое зонирование. И здесь минералы меняются в зависимости от последовательности конденсации от чего-то вроде гипонида шпинели, гипергеленида, акерманита до пироксена. И это ясно показывает, что это именно объект конденсации, которому помогает эта очень неправильная внешняя форма вот этого ЧИС. У Чи сейчас частота встречаемости составляет от 0,1 до может быть от 3 до 4% по объему в зависимости от контрита. Теперь здесь справа показаны так называемые амебоидные оливиновые агрегаты.
Вверху изображение в неправильном цвете, там это видно немного лучше, чем внизу на фотографиях B. А я сейчас хочу остановиться только на изображении в верхнем левом углу. И здесь вы также видите зонирование изнутри наружу с помощью огнеупоров, чтобы материал меньше преломлялся. В ядре очень много оливина, и материал, подобный мезостазу, немного более бирюзовый. И снаружи есть, и здесь вы также можете легко сделать такое зонирование. Подобные зоны здесь больше знакомы с оливином, пироксеном и в центре кальцием, богатый алюминием. И то, что вы видите, это очень неправильная внешняя форма, поэтому она называется амилоидом. И то, и другое также указывает на такое происхождение конденсации, и в целом АО имеют очень тугоплавкий состав. Они могут быть более частыми, хотя может быть и да, более чем на 5%. Опять же, объем очень сильно зависит от контрибуции. Сейчас у обоих очень сложные составы. С Крис это ясно, с AOA это тоже так, хотя и менее очевидно. Вот почему они оба будут вместе, называемые огнеупорными включениями. Да, так что эти вместе плюс это. Так что если посмотреть на все это немного как на количество, то здесь есть огнеупорные включения, которые также сокращенно называются, к которым относятся ЧИ, может быть от 0,1 до 3 или 4% по объему, в зависимости от того, кто это определил. А также АОА. И у них может быть больше, может быть от 5 до 6% по объему. Конечно, тоже зависит от метеорита. То есть вместе тугоплавкие включения могут иметь 10 или могут иметь до 10 или даже немного больше процентов объема. И здесь часто возникает путаница, потому что некоторые потом говорят о тугоплавких включениях, а некоторые, возможно, понимают только то, что находится под ними, хотя на самом деле это и то, и другое вместе. Так что здесь важно понимать, что ЧИ плюс AOA являются тугоплавкими включениями, и что именно это понятие здесь четко разделено. Кондры могут выглядеть совершенно по-разному, их структура и текстура, особенно если мы посмотрим на них в двухмерных разрезах. Здесь я покажу выбор различных текстур кондрина и то, как они используются для классификации кондров. Я начну с изображений с помощью светового микроскопа. Мы уже можем увидеть несколько общих черт, но также и различий. Например, что кондры, как правило, круглые или по крайней мере что-то вроде круглых. Или что могут быть очень большие кондры и более мелкие и даже крошечные. Конечно, это может быть эффект пореза, но даже с этими крошечными. Поэтому, вероятно, это не эффект пореза. Как я уже сказал, иногда может быть и немного хрупкий, чаще всего какой-то округлый. Мы также можем видеть, что, например, в этом контре здесь есть отдельные зерна, минеральные зерна с чем-то однородным черным между ними, в то время как в контре здесь больше таких отдельных минералов или что-то в этом роде. Сейчас мы в основном рассматриваем контуры на снимках с электронного микроскопа. Они очень маленькие, а потом мы получаем более высокое разрешение и видим гораздо больше деталей. Теперь это 4 примера порфировых контуров. Это основная группа контуров. Почти все кондры порфировые, может быть 80–90%. Теперь кондры делятся и на другие вещи, то есть не только на порфировые, но и на все, например, кондры типа 1 и типа 2. Здесь показан тип 1, это значит, что они богаты магнием. Тип 2 богат железом. Тогда мы можем немного взглянуть на них. Теперь мы видим вот эти отдельные минеральные зерна в этих кондрах. И это либо оливин, так что в этих порфировых кондрах есть оливин, а на краю часто бывает пироксен, он также может быть в кондре. То есть еще пироксен. А потом вот эта серая масса вот так между ними. Она либо мелкокристаллическая, либо стекловидная. Во-первых, это указывает на то, что все это должно быть когда-то очень быстро остыло, потому что иначе не получится стекла или оно будет мелкокристаллическим. А материал между ними называется мукой. Так называемый стазис. И он богат кальцием и алюминием. И если он мелкокристаллический, то, возможно, это полевой шпат-пироксен, очень редко даже кварц. А если он стеклянный, то очень похож на полевой шпат или что-то в этом роде. С ним связаны все основные элементы Солнечной системы. Конечно, представлен там магний, кремний, конечно, кислород, на порядок больше, чем алюминий и кальций. Железо, мы видим это еще больше в непрозрачных фазах или в контрах типа 2, а также в силикатах.
В остальном, как я уже сказал, мы видим здесь с этими оливинами, темное здесь, пироксен снаружи, вот настоящий стеклянный мезостаз между ними, здесь то же самое с оливками. Здесь тоже оливки. Это делается для того, чтобы дать некоторое представление или впечатление о том, как выглядит оливковое масло. Похожие, но и разные. Противоположности. Затем снова 4 порфировых контура, на этот раз с непрозрачными фазами. Так вот где теперь железо. Непрозрачные фазы — это всегда вот эти яркие объекты. Электронный микроскоп, изображение представляет собой Z-контраст. Изображение Z называется атомным номером. Это означает, что чем тяжелее элемент, тем больше электронов рассеивается обратно. Железо имеет большое атомное число по сравнению с магнием, кремнием, почти в 2 раза больше. И поэтому оно всегда очень яркое. И теперь эти непрозрачные фазы могут иногда появляться в кондрах так центрично, что сам край кондрина находится здесь снаружи, или более неоднородно разбросаны в кондрах. Или иногда так сильно, что они могут быть очень яркими, в виде более крупных капель или по краю. Из кондрина. Здесь сейчас действительно металла больше на краю кондрина, не обязательно должно быть металла, может и так. Сульфид или просто в более крупных каплях на краю кондрина. То есть металл может быть очень разным, или непрозрачные фазы. Сульфид тоже может быть очень разным. А иногда, конечно, может быть и так, если у вас есть кондрё, и тогда где-то здесь есть такое непрозрачное зерно, что если кондрё разрезать вот здесь, похоже, что там нет непрозрачной фазы, как в предыдущих кондрах. И если здесь прорезать, то действительно похоже, что там есть непрозрачная фаза. Ты также можешь видеть, что у кондров часто бывает такой пылевой ожог. Это такой пылевой ожог здесь. Все это снаружи матричный материал. Но потом снова и снова появляются эти пылинки вокруг этих контров. Это тоже довольно характерно. Они, возможно, собрали их позже. Возможно, они также собрали их на теле матери. Это не совсем ясно. Они также существуют в разных формах, и их еще можно будет изучить в мельчайших деталях. Тогда есть кондроны типа 2, тогда железо находится в самом силикате. Это не похоже на кондроны типа 1, где есть эти капли, которые, вероятно, являются размешиванием, когда кондроны были расплавлены, непрозрачная фаза. Металл и силикат разделились, как масло и кремний. Вода, которая тоже не смешивается. Силикаты и металлические фазы также не смешиваемы. Вот как они попали. Сейчас контуры типа 2 имеют редкие непрозрачные фазы. А потом вот такой вот порфировый контур типа 2. Здесь совершенно четкий порфировый контур типа 2. Иногда здесь можно увидеть реликтовый вид, что здесь когда-то было больше магния в ядре или в целом здесь. Это означает, что железо только позже добавилось к оливину в этом случае. Здесь у тебя снова есть такое кольцо снаружи, в данном случае это не пироксен, а в этом случае это ТАК-2. Это часто христофолит или что-то в этом роде. И здесь также кондрё типа 2, это силикаты, оливины просто светлее, опять же из-за Z-контраст, потому что в нем больше железа. Тогда многие из этих порфировых кондров имеют минералогическое зонирование. Это не всегда легко заметить. Я только что немного показал это, но оба они также имеют минералогическую зону, хотя по форме сейчас это не сразу узнаешь. Вот почему можно создавать изображения в ложном цвете, где затем делаются разные фазы, такие как оливин в данном случае, например, красный и пироксен. Синий. И тогда вы можете очень хорошо видеть, что существует зонирование в ядре оливина и снаружи пироксена. Зелень между ними – это все еще мезостаз. Но это минералогическое зонирование очень распространено, поэтому контуры также подразделяются на минералогически зонированные, порфировые и минеральные. Логически незонированный порфировый кондрон, который не зонирован сейчас, здесь просто не показан. Вот это очень красивое изображение кондра в практически трехмерном виде, сделанное с помощью вторичного электрона. И это теперь обломок, крупица метеорита, СКМ-конденсат. И вот теперь вы видите, весь этот кондран очень хорошо может различить эти отдельные, вот, например, зерна фастерита, действительно, что это трехмерные структуры. Здесь снаружи опять больше пироксена, или здесь тоже можно увидеть пироксен. Все время немного увеличенные, здесь можно увидеть очень красивые трехмерные оливины. Сейчас мезостаз как бы нарушен, но ты действительно можешь различить, как эти оливины в этом кондре из этого расплава кристаллизовались.
Другие типы – это балочные оливиновые контуры. Они встречаются гораздо реже, чем порфировые, там может быть 80–90%, из оливковых деревьев может быть так 5%, плюс-минус немного. Тогда вот эти отдельные полоски, которые вы уже можете очень хорошо видеть, например, здесь, но и здесь. И теперь вы просто беретесь объяснить им, что у вас был расплав. И этот расплав был полностью однородным и не имел никаких зародышевых зародышей. И поскольку у них не было зародышевых зародышей, расплав очень хорошо остыл, закалился. А затем кристаллизация расплава должны иметь экстремальную поверхность. И эти сильфонные оливки так похожи на скелет, если смотреть на них в 3D. И у них потрясающая поверхность. И поэтому вся энергия этого чрезвычайно быстрого охлаждения поглощается. И ты получаешь это. Тогда остается метастаз, который часто становится стекловидным. В отличие от порфировых кондратов, так что теперь это практически органический кондр, и у порфировых кондров также был бы расплав, но в этом расплаве все еще есть зародышевые зародыши. А затем в этом зародыше, в этом расплаве оливин может кристаллизоваться, и тогда получается порфировый кондр. То есть он становится здесь покондром. И чтобы он стал бокондром, чтобы расплав стал полностью безъядерным, этот расплав должен быть либо очень сильно нагрет, либо очень сильно быть выше, чем расплав порфировых конденсатов, или она должна находиться при высокой температуре, который долгое время был мальчиком, который затем также разрушает все зародышевые зародыши. Так что между бо и покондрионом есть определенная генетическая разница. Значит, есть и такие кондры, как здесь. Там тоже есть такие радиально-лучевые штуки. Это тоже могут быть пироксены. Они образуются в результате расплава. И он настолько богаче на 2%, поэтому пироксены. А потом в одном месте при низких температурах уже появляется вот такой маленький кристаллический кристалл. И из него очень быстро кристаллизуются эти пироксены, и получается такая радиально-лучевая структура, а затем вот эти радиально-лучевые пироксеновые конденсаты. Есть и другие более редкие виды, например, здесь есть криптокристаллические кондроны. Они могут, здесь у них все еще легкая структура, но они также могут быть практически полностью однородными, так что там вообще ничего не кристаллизуется. Тогда есть что-то вроде вот этих микропорф перитных кондронов, так что здесь есть очень маленькие отдельные кристаллы. Это тоже порфировый кондрон, потому что он не имеет кристаллической структуры. Да, маленький. Микропорф, то есть по сути подтип порфировых. Здесь есть такие сдерживающие структуры. Они тоже были бы чем-то вроде криптокристаллических. Тогда здесь есть такие совершенно необычные элементы. Это все Су-2, возможно, кристаллический палитра, это капельки в пироксеновой матроне. Должно быть, это была смесь пироксена и Су-2, но, как я уже сказал, это более редкие типы. Тогда контуры также могут сталкиваться и прилипать друг к другу, например, в состоянии плавления. И тогда получается что-то вроде этого. Это называется компаунд кондрё, по-немецки это можно было бы назвать компаунд кондрё. Это просто два кондрё. Вот этот в желтом, а затем вот этот окаймленный зеленым присоединяется к этому. И у них тоже могут быть некоторые, как вы можете видеть здесь, такие небольшие запыленные края. Если ты посмотришь немного, то увидишь, что у них есть это. Так что он должно быть как-то вторичен, все еще хранился там с этим барабаном. Тогда ты можешь подвести итог всему этому. Так вот, есть порфировые кондроны, их также называют ПО, ПОП и ПП-кондры для порфирового оливина, порфирового оливинового пироксина и порфирового пироксинового кондоса. Но в большинстве случаев это просто эффект разреза. Ты же видел, что кондры часто бывают зонированными или незонированными. А потом, когда у тебя есть такой зональный кондр, в основе которого лежит оливин, а затем еще пироксен, тогда, конечно, это зависит от того, где он может быть разрезан. И тогда, если у тебя есть разрез, который проходит, например, здесь, у тебя может быть ПП-кондрё. Если ты пройдешь здесь, у тебя может быть один, так что это будет просто ПП. Тогда, если ты пройдешь здесь, это может быть что-то вроде поп-музыки. Если ты пройдешь здесь, это будет ПО, так что тогда у тебя почти не останется ничего, кроме оливок. Следовательно, поп-музыка носит чисто описательный характер. Это зонирование, которое, возможно, все еще находится в генетическом происхождении благодаря обмену С газом с окружающей средой, где из оливина с окружающим газом, богатым ИО, затем образовался пироксен. Затем есть пучковые оливиновые конденсаты, эти радиально-лучевые пироксеновые конденсаты, криптокристаллические конденсаты и эти микропорфирические конденсаты. Причем основные контуры, вероятно, те, что находятся здесь впереди. Все и особенно основные контуры – это именно эти порфировые контуры здесь.
И, наконец, есть составные контуры, которые могут быть сварены вместе. Из двух может получиться больше кондров. И это краткий обзор различных текстур кондров и того, как они используются для классификации кондров, а также для получения генетических данных, таких как горячие должно быть были кондры из-за этого. Ядерное оружие, быстро убирайся. Напуганный стеклом, минералогическая связь и обмен с окружающей средой, пылинки, указывающие на то, что что-то еще было отложено вторично и так далее. Многое из этого уже можно прочитать и генетически. Кондры очень часто минералогически зонированы. Это означает, что у них есть ядро из оливина и вокруг него край пироксена, чаще всего с очень низкими концентрациями кальция. Вот два электронных микроскопических изображения обратного рассеяния, представленных кондроном. И вы видите, что в первый момент вы не можете обнаружить никакого реального минералогического зонирования. На левом снимке его почти нет. На правом снимке ты можешь хотя бы немного догадаться, что там может быть что-то вроде черной границы снаружи. Теперь ты можешь использовать микрозонд для картирования элементов, например, кондрина. И затем из этих карт элементов можно создавать карты лиц. Это значит изображать разные минералы неправильными цветами. В этом случае оливин должен быть изображен красным, а пироксен синим. А потом я наложил вот эти карты лиц на электронные изображения заднего затвора, и теперь хочу показать, как все это выглядит. И как только у тебя появятся эти карты лиц, ты сразу же сможешь очень хорошо различить это минералогическое зонирование. То есть в красном, в сердцевине оливок, снаружи пилоксов, оба являются зонированными кондрами. Это сразу видно очень хорошо. Я повторю это еще раз, просто чтобы проиллюстрировать это немного подробнее. Теперь следующий вопрос. Сколько из этих кондров на самом деле минералогически зонированы? И это показано на этой диаграмме. Это график категорий. На оси X здесь нанесены различные кондриты, на оси Y – доля зональных кондров во всех кондрах. И тогда здесь можно увидеть систематические различия, но также и некоторые сходства. Так, например, в угольных кондратах доля зональных кондратов относительно высока, почти 3/4. Обычные кондоты немного ниже, возможно 40%, энзотит спор 31%, плечевые кости чуть менее 50%, а кокангарис около 7%. Это все 2D данные сейчас. Что это значит? Мы посмотрим в разрезе, какие кондры зонированы. Теперь, конечно, может случиться так, что в разрезе мы, возможно, даже не узнаем кондру как зонированную из-за эффекта разреза. Это происходит, когда я делаю вот кондрё, это сейчас, в сердцевине есть оливки, поэтому она красная, а снаружи этот край с пироксена в форме. Здесь очень темно-синий. И если мы сейчас разрежем это кондрё, например, вот здесь, то есть сейчас мы практически смотрим сбоку на это кондрё на нем, то, конечно, если мы знаем в этом разрезе очень красивое зонированное кондрё, мы увидим. Но если мы сейчас разрежем здесь, то увидим только пироксен и не будем рассматривать его как зональный кондр. И это то, что, конечно, происходит, когда вы проводите 2D подсчет кондров. Вы в основном считаете слишком мало зонированных кондров. Ты можешь исправить это, измерив еще 3D кондры 3D, взяв толстый слой и последовательно отшлифовав его, например, затем, снова и снова, 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 и снова. Можно исключить 3D кондры. Если ты сделаешь это, то обнаружишь, что процент от 20 до 80% выше. 20% для угольных и обычных кондратов, в отличие от энсатитовых кондратов, он может вырасти до 80%. Это потому, что кондры в энсатитовых кондратах имеют очень толстые зонированные края. То есть доля энзотитовых кондритов, возможно, также составляет от 40 до 50%. Причина такого минералогического зонирования, скорее всего, в том, что произошел обмен между окружающей средой и кондрами. Возможно, там был только оливин, в окружающей среде был СОА,
оливин вступает в реакцию с СОА в газе, и из этого образуется пироксеновый край. Так что эти зональные кондры являются свидетельством этой открытой системы, которая была кондрами. Вот почему эти минералогически зональные кондры также абсолютно важны для понимания этих процессов. И эти разные пропорции, которые вы находите, также отражают, в каких пропорциях происходил этот обмен с окружающей средой. Или, может быть, кондры были воспроизведены позже и так далее. Вот почему очень важно знать, что есть эти минералогические по своим кондрам, сколько их существует. И их изучение позволяет сделать очень много выводов о процессе образования кондров и области, в которой образуются кондры. Образованный. Кондры тоже делятся на петрологические типы. И именно здесь различают тип 1 и тип 2. И это происходит следующим образом. Затем посмотрите, каково содержание железа в оливках и пироксене соответственно. А ведь именно здесь берут содержание железа в Минздраве. Это означает, что вы берете атомное содержание железа в оливках и оливках соответственно. Пироксен и делит это на железо плюс магний. И тогда ты получишь МОХ-Ф. Тогда слева по оси Х есть фострит и энцатит, а справа 100% феллит-ферросилит. А потом ты говоришь, что от 0 до 10% составляют кондроны первого типа. Это означает, что они очень богаты магнием. Все остальное от 10 до 100% моль процентов железа – это кондроны второго типа. Например, в угольных отложениях очень распространены кондроны первого типа. Там может быть просто так около 5% типа 2 кондрон. Это отличается от обычных кондронов, так как это также зависит от петрологического типа, это может быть до 50, 60, 70% кондрона 2 типа. Тогда сравнительно мало кондронов 1 типа. Если только это не примитивные обыкновенные кондриты, то есть и больше кондратов 1 типа. А энцертит-кондритор, например, настолько уменьшен, что кондратов типа 2 практически нет, а есть немного всех. Почти на 0% энцерт-хит. Почему ты смотришь на энцерт-хит или на оливин-хит-пироксен? Это связано с тем, что диффузия в оливине происходит намного быстрее. Это означает, что если есть небольшой метаморфический импринтинг, то в оливинах обмен магния и железа происходит очень быстро. И тогда вы в основном измеряете метаморфический импринтинг. Но вы хотели бы знать, каково было первоначальное состояние контраваропер типа 1 или 2. В пироксенах этот магниево-железный обмен происходит намного медленнее. Поэтому если метод слегка перегружен, лучше взять там пироксены. Тогда можно избежать измерения этого метаморфического превышения. А это тип 1 и тип 1, патологическая классификация типа 2. Кроме того, есть еще одна подклассификация на А, В и В. Контрон далее подразделяются на петрологические подтипы. Однако, вопреки тому, что здесь кажется, не такой количественный, так что не тип А составляет до 33%, тип АВ до 66% и так далее. А это скорее качественная схема. А это работает следующим образом. На ось Х нанесены оливин и пироксен в молярных процентах или в модальных пропорциях. Если сейчас кондрё более богато оливином, чем слева, то это кондрё типа А. И в этом кондрё, кроме того, также мало кремния. И именно поэтому кремний А под фостеридом, например, в магнии соотношение кремния равно 2, что означает, что в нем относительно мало кремния. Конечно, относится и к стрелкам. Это соотношение железа и кремния равно 2. Тогда, если кондрё, как здесь слева, очень богат пироксеном, то это кондрё типа Б. Это означает, что он сравнительно богат кремнием. Как я уже сказал, сравнительно, потому что магний, кремний, железный кремний, интраксион – это соотношение равно 1, то есть больше кремния внутри. И соответственно между ними и здесь проявляется этот качественный аспект, тогда когда присутствует не пироксин оливина, это тип АБ кандра с промежуточным кремний. И это ясно, всегда немного сложно сказать, где именно сейчас проходит граница между А и Б, АФ и В, потому что никогда не бывает до конца ясно, где сейчас оливин. Содержание пироксена все еще на уровне А или оно уже на уровне А. На самом деле это не так важно, как я уже сказал,
это чисто качественная схема. Подтип называется целым, потому что эти буквы A, B, B соответствуют петрологическому типу 1 и 2 соответственно. Так что если у тебя сейчас кондрио типа 1, то есть кондрио очень богатое магнием и в нем также много оливина, то кондрио типа 1 это кондрио. Если у тебя сейчас кондрио типа 1, то есть снова очень богатый магнием, но с большим количеством пироксена, то кондрио типа 1 это кондрио типа 1 и в нем также много оливина, то это кондрио типа 1. И мальчик, если у тебя сейчас кондрио типа 1, то есть снова очень богатый магнием, но с большим количеством пироксена, то кондрио типа 1 кондрио. Или если у тебя хандра богатая железом, то есть типом 2, но с большим количеством оливина, то есть типа 2А, и очень богатого железом, то есть типа 2, то есть типа 2, то есть типа 2, то есть типа 2, но много плюксина, это просто хандра типа В и то соответственно. Повтори все это еще раз. И именно поэтому этот подтип так и называется. То есть этот подтип определяется минералогией кондрио, то есть большим количеством оливина или большим количеством пироксена, а также соответственно концентрацией кремния в этом кондрио. Кондроны – это маленькие крошечные гранулы, которые на короткое время нагревались в протопланетарном диске, затем таяли и снова быстро остывали. Вот такой кондр изображен. То есть кондр – это примерно вот этот объект. И в этом контре мы находим различные минералы, например, оливин в виде более крупных обломков, то же самое здесь пироксен. Это может быть и металл, и сульфид, то есть непрозрачные фазы. А между ними вот этот мелкокристаллический материал, который называется мезостазом. Судя по его стекловидности, часто богат кальцием и алюминием. Кондрио в целом представляет собой мафиозную систему. И чтобы понять, как кристаллизуется кондрио, лучше всего взглянуть на фазовые диаграммы. И для этого давайте посмотрим на фазениаграмму, в которой представлены форстрит, анатит и кварц. Кроме того, здесь справа также изображена бинарная фазовая диаграмма с ребром этого треугольника. Например, эта бинарная фазовая диаграмма является основным краем этой треугольной диаграммы с фостеритом, кварцем и еще энцеритом между ними. Это перитектическая система. Теперь кондроны являются основными, то есть очень богатыми магнием, и, следовательно, одна из первых фаз, которая кристаллизуется, это фостерит. Общий состав кондронов часто является первичным где-то в фостерите. Фазовое поле. Например, здесь. Теперь, когда этот расплавленный состав начинает кристаллизоваться, он перемещается от этой форстеритовой точки вот к этой перитектической линии. И теперь, конечно, имеет значение, является ли все это равновесной кристаллизацией или фракционной кристаллизацией. Я начну с равновесной кристаллизации. Теперь все это сводится к пертектической линии. Чтобы понять это, давайте посмотрим на двоичную диаграмму здесь. То есть состав начинается примерно здесь, встречается с ликвидусом здесь, а затем расплавление движется вниз вот в этом направлении. Общий состав, конечно, всегда остается неизменным. Здесь можно использовать правило рычага, чтобы узнать, сколько расплава и сколько твердой фазы. Так что здесь всегда состав расплава, а здесь состав твердой фазы. Так что здесь расплав, здесь твердая фаза. Эти отрезки здесь. Затем все это попадает в точку перитектики, и в точке перитектики оливин, который к тому времени выкристаллизовался, начинает реагировать с поверхностным расплавом СУ2, образуя кончик Энстера. И это продолжается до тех пор, пока все это не закончится и не останется только застывший. В то время как если бы узкий состав находился примерно здесь, то был бы на месте, так что все это лежало бы немного правее энзотита. Тогда оливин также сначала кристаллизовался бы на этом месте. В точке перитекции находится оливин. Энзотит кристаллизуется или вступает в реакцию до тех пор, пока не закончится весь оливин. Есть, но там еще есть расплав, а затем расплав здесь развивается до артектика, далее образуется энсертит, а на артектике энсерт плюс кварц. Давайте перейдем к тройной диаграмме. Что это здесь значит? То есть расплав сейчас развивается в этом направлении здесь, кристаллизуясь в процессе. Перманентный форстерит. На этой перитектической линии сейчас начинается перитектическая реакция. Так что все это время в результате реакции форстерита с СО2 образуется более 6 литров расплава энзотита. Так что реакция здесь форстрит плюс КО2 к энстатиту.
И затем этот расплав развивается по этой перитектической линии вот здесь, вплоть до перитектики. До этой перитектической точки вот здесь. Соответственно, реакция. И здесь происходит то же самое, что и в системе Биниона в перитектической точке. Сначала добавляется анатит, который теперь может совместно кристаллизоваться, но реакция здесь внизу, форстрит Су2 плюс энцертит, продолжается. Пока весь расплав не будет израсходован и конечный состав не станет форстеритом плюс энсертхит плюс анортхит. Это конечный состав, который будет достигнут здесь, в этой точке, после того, как все расплавятся. Ты истощен. Теперь, конечно, может случиться так, что у нас будет фракционная кристаллизация. Тогда как все это выглядит? На фракционной кристаллизации, а затем я снова начну здесь, то есть с этим составом, примерно в первичном фазовом поле фостерита. И все такое, так что теперь этот расплав снова развивается вот по этой перитектической линии. На этой перитектической линии сейчас есть. Это похоже на то, что мы здесь, когда мы спускаемся к бинарной фазовой диаграмме, мы как бы встречаем ликвидус здесь. И затем все это развивается в этом направлении. Но там постоянно лесничий в поезде. Становясь, также развивает первоначальный состав, потому что мы начинаем здесь с этого состава. Но будучи исследованным, общий состав системы, который находится здесь, также развивается в этом направлении или меняется в этом направлении в сторону увеличения Су2 империи. То есть в тот момент, когда вы получаете технику Ампера, состав здесь говорит сам за себя. Это означает, что сначала нет никакой перитектической реакции, а прямо начинается кристаллизация статита вплоть до уровня, а затем его также удаляют, пока вы не окажетесь в эвтектике, и тогда то, что осталось от нас, кристаллизуется. Оставшийся в эвтектике состав. И эта фракция может произойти либо из-за того, что в системе удаляется форструт, либо из-за того, что кристаллизация происходит так быстро, что пертектическая реакция форструт плюс Су2 за один раз просто не происходит. Это означает, что в этом месте сейчас происходит этот расплав, и он движется в сторону от точки попадания вставки. Точка попадания вставки находится здесь, ее нужно расширить, и тогда этот расплав будет развиваться здесь, пока он не попадет, например, сюда. То есть фактически прямо до тех пор, пока он не попадет, например, сюда. А на месте кристаллизуется ТО, так вот тут кристаллизуется анатит плюс энстертит. И так долго, а потом развивается вот по этой сатактической кавтектической тройной эвтектической точке. И на этом месте все кристаллизуется, и на этот раз энстертит плюс кварц плюс анатит. Так вот, это когда здесь во всем этом происходит фракционная кристаллизация. После того, как мы находим в кондрах еще и оливки, очевидно имеет явно выраженную реакцию лесной репутации. Плюс СОУ2 не до конца просуществовал. То есть произошла фракционная кристаллизация. Это тоже имеет смысл. Мы видели, что между ними есть этот мелкокристаллический материал, который быстро остыл, так что реакция не успела закончиться. В других случаях. Я не хочу сейчас вдаваться в подробности, потому что на самом деле кондрен не играет большим составом. Может быть еще что-то во всем этом. У нас был такой случай, когда весь состав здесь, когда он находится немного правее энцертита, который затем также кристаллизует фостерит, но вы все равно спускаетесь сюда, потому что вы все фостерите потом со своей реакцией, который будет переведен в энсертат с помощью Су2. В этой диаграмме это так. Если здесь на соединительной линии аннотация попала, энстат попадет, если вы попали прямо сюда. Лежащий на ней на этой, или если вы находитесь справа от этой соединительной линии, то есть, например, здесь, то происходит именно такой случай, как вы видите здесь из двоичного файла. То есть, если все это лежит здесь, то по Форстеру сначала развивается по перитектической линии. Но там потребляется вся инстасиница и вся сила,
так что впоследствии все это движется вот в этом направлении. Так что это было бы так, если бы ты лежал здесь справа от инстатита, как это выглядит в тройничке. Это все еще может произойти, потому что композиции вполне могут быть в этом месте на тройной диаграмме. И с этой фазовой диаграммой это одна из важных фазовых диаграмм, которые можно использовать для объяснения кондрена и его кристаллизации. Кондроны — это крошечные зерна, которые образовались в протопланетарном диске во время кратковременных процессов нагрева и, следовательно, охлаждения. При этом кондроны расплавились, а затем снова кристаллизовались. Здесь изображена такая кондрена, так что контур кондронов был бы примерно таким вот. И минералы там. Такие порфировые минералы, оливин, пироксен, а также что-то вроде непрозрачных фаз здесь, металла или сульфида. Между ними есть весь этот сероватый материал, богатый кальцием и алюминием, который можно подделать, пироксен, но он всегда либо мелкокристаллический, либо даже стекловидный. Это означает, что здесь весь контур должен быть очень быстро охлажден. Контуры — это умные системы, они богаты магнием, фаустритом и бирксином. И теперь, если мы хотим понять их кристаллизацию и образование, мы можем использовать фазеограмму. Очень полезной здесь является тройная фазеограмма с диопсидом, анатитом и фостеритом. Рядом с ней показаны еще бинарные фазеограммы, представляющие края тройной фазеограммы. То есть, например, диопсид-фострит, вот нижний край здесь на тройной диаграмме. Теперь контуры здесь являются фостридно насыщенными, то есть они начинаются в первичном фазовом поле фострида, может быть где-то здесь. На бинарной фазовой диаграмме это было бы так, возможно все начинается здесь. Затем остывает, попадает в жидкость, расплав развивается в направлении, образуется все больше и больше фосфорита, до артектика, там кристаллизуется диоксид и фосфорит. Так что мы тернируем здесь от точки фосфорита в направлении сюда к катектической линии. И теперь на этом месте сначала появляется анартит. Так что здесь есть парагенезис Форстера плюс анартит. Затем все это развивается по катактическим линиям в артектику, а затем к этому добавляется диапсид. Это равновесная кристаллизация, но при фракционной кристаллизации это тоже ничего не меняет. Потому что, если весь расплав здесь развился до такой степени, что осталось только это, то это тоже превращается в артектику. Так что здесь нет разницы между равновесием и фракционной кристаллизацией. Но сейчас здесь есть еще одна особенность, и это вот это поле шпинели. Так вот, здесь внезапно появляется шпинель. И это само по себе не то, чего можно ожидать. Потому что в каждом из трех углов этой диаграммы у нас есть силикаты. Теперь шпинель — это не силикат, а оксид. И поэтому здесь этого тоже не следует ожидать. Это также означает, что в тот момент, когда шпинель кристаллизуется, вся система здесь должна стать более богатой кремнием. Потому что да, шпинель кристаллизуется, а не кремний. Это означает, что вся система должна стать более богатой кремнием. И именно поэтому это поле шпинели на самом деле не существует непосредственно на этой диаграмме, и для этого вам действительно нужно взглянуть на четвертичную диаграмму, то есть на четвертый пик. К тому же находится на кварте. Но вы можете попытаться понять это с помощью бинарной бочковой диаграммы, а именно с помощью этой бинарной бочковой диаграммы с анатитом и форстеритом. И что мы хотим сделать сейчас? Давайте посмотрим вот с этой стороны вот на эту бочковую диаграмму сверху, то есть на температурную ось сбоку. И если мы сделаем это, то мы увидим здесь несколько полей. Здесь наверху все есть. Расплавь, затем следующий фостерит плюс расплавь, а затем вот этот фостерит плюс шпинель плюс расплавь, а затем здесь внизу анатит плюс фостерит. Теперь я снова записываю все это здесь внизу. Так что теперь мы действительно смотрим со стороны на эту температурную ось. А потом вот это расплавление, затем вот этот фрострит плюс расплавление, затем идет фрострит плюс шпинель плюс расплавление. И, наконец, появляется анатит плюс фостерит. Так что здесь наверху только расплав,
затем фостерит плюс расплав, фостерит, шпинельный расплав и анатидный фостерит. Зачем я все это делаю сейчас? Как я уже сказал, когда появляется шпинель, все это становится богаче кремнием. Это означает, что мы могли бы нанести здесь еще одну ось и двигаться в направлении кварца, то есть в направлении SiO2. Теперь мы посмотрим, что происходит, когда ты остываешь. Теперь вся система остывает. Я, может быть, выберу для этого другой цвет. Все это происходит здесь. Он кристаллизовался, а затем вот здесь форстерит. Они плавят все это наверху, и тогда получается вот этот форстерит. Вот так, и теперь что-то происходит в этом месте. То, что здесь произошло, что здесь есть поле. Если бы у тебя сейчас была еще одна ось, это можно было бы нарисовать примерно так. Это тоже примерно так выглядит. И это поле стабильности шпинеля. Сейчас здесь происходит расплавление, а затем здесь образуется шпинель. А затем весь расплав развивается в этом направлении. Да, вот в этом направлении я могу примерно обрисовать это, чтобы вы могли лучше это видеть. Сейчас происходит полное таяние. До этого момента, а затем до этого момента, а затем снова сюда. Так что общее таяние снова развивается здесь, обратно к этому моменту. То есть в этом месте образуется шпинель, все это развивается. Если я нарисую это здесь немного больше, все это станет еще больше. Тогда все это спустится отсюда. На этом месте внезапно появляется шпинель. Весь расплав развивается в этом направлении, а затем снова возвращается сюда, и в этом направлении появляется все больше и больше шпинели. И когда он возвращается сюда в этом направлении, шпинель снова истощается и снова образуется больше, или просто шпинель истощается. И она продолжает образовывать фостерит до тех пор, пока на этом месте вот здесь. На этом месте вся шпинель израсходована. И охлаждение продолжается в том же направлении, но теперь только с фостеридом плюс анатид без шпинели. И это направление как раз и есть направление увеличения содержания СУ2 в расплаве. По мере того, как шпинель удаляется, расплав становится богаче СУ2. А позже, когда шпинель снова истощается на этом обратном пути, он снова становится тяжелее СУ2. И поэтому иногда можно прочитать, что поле шпинели не находится в плоскости этой фазовой диаграммы здесь, а находится за ее пределами, и это как раз то, что здесь подразумевается. Мы смотрим на эту плоскость сбоку на этой диаграмме, а затем поле шпинели вот здесь, если я снова нарисую его другим цветом, будет лежать вот на этой плоскости. Это поле шпинели, поэтому поле шпинели выходит за пределы плоскости этой фазовой диаграммы. Иногда так говорят. Итак, если мы перенесем все это сюда, мы перейдем к тройной фазовой диаграмме, и теперь здесь есть начальный состав. Затем он просто эволюционирует в поле шпинели. Затем возникает тройная фазовая диаграмма, и затем возникает тройная фазовая диаграмма, и вот здесь есть начальная композиция. Затем она эволюционирует в поле шпинели, затем возникает тройная фазовая диаграмма. Здесь недалеко шпинельное поле. Все это развивается вот к этой точке D. В этой точке D шпинель больше не существует, и она снова полностью израсходована. Все это превращается здесь в артектикум. Более или менее нормальный артектикум, затем есть диапсид, фостерит и анатит. Интересно, что именно тогда происходит при фракционной кристаллизации, и если мы получим промежуточную шпинель. Возможно, эта шпинель не будет полностью израсходована при дальнейшей кристаллизации. Это означает, что у нас может остаться шпинель, и шпинель также часто встречается в кондрах, но, конечно, также и, например, в наземных породах. И это похоже на производство шпинели, который может функционировать, который потом может остаться, как я уже сказал, реликтовым. И вот эта схема ствола, включая именно это производство шпинделей. Если мы хотим создать сюжет или диаграмму, мы должны принять во внимание ряд вещей, которые я хотел бы обсудить. Прежде всего, конечно, каждый сюжет имеет две оси, один раз ось X и один раз ось Y. Следующим должно быть то, что изображено на осях. Например, здесь магний, а на оси Y я из лантана. Там еще должно быть что-то от единицы измерения, которая указана. Например, для магния в процентах по весу, а для лантана это будет промилле. Это микроэлемент. Но промилле — это не что иное, как процент. Здесь еще чего-то не хватает для промилле. В большинстве случаев это также промилле по весу, и тогда здесь также должно быть указано промилле по весу. Иначе также возможно, что это атомные промилле или что-то еще. Промилле — это просто часть на миллион, а процент — это часть на 100.
Вот почему определенный процент важен. В конце концов, нам все еще нужно масштабирование. По оси Х магний может быть от 10 до 30, а здесь, соответственно, лантан. Кроме того, это очень полезно, когда диаграмма имеет рамку, а не только две оси. И на этой рамке также есть галочки. Так что если здесь тоже есть эти тики на оси X и на оси Y. Почему это имеет значение? Сейчас мы посмотрим. Здесь есть несколько пунктов, которые мы здесь вносим. И кто-то, возможно, сейчас особенно заинтересован в значении этого одного пункта здесь. И теперь можно соединить эти точки с обеих сторон, которые являются тиками, и таким образом получить действительно прямую линию и посмотреть, какое значение имеет эта точка. Если у тебя нет шкалы справа, то, возможно, ты случайно сделаешь это немного неправильно или что-то в этом роде, чего ты, конечно, не хочешь, потому что тогда получится точка. Или тогда ты прочитаешь не то. Стой. Дальше тебе нужна легенда. Например, рыжий мог бы быть базальтом. А потом, может быть, есть еще несколько вторых, иногда таких треугольников. И все это вот этот зеленый перидотит. И, наконец, что-то третье, может быть, вторая группа перидотитов, это снова треугольники. Тогда у меня есть что-то вроде символа перидотита. И запиши это здесь, и это будет раз R1, и все это будет R2. Прежде всего, что очень полезно, так это то, что если они находятся в стороне здесь, на диаграмме, то и те, что в легенде, появятся наверху. Это просто делает все это немного более читабельным. Перлиты находятся дальше по течению, как и здесь, а желтые еще дальше. Если ты хочешь все подробно описать, то можно было бы опустить и более тяжелые цвета. В общем, я неправильно расставил здесь порядок, потому что просто немного приятнее для глаз, когда тяжелые цвета немного ниже. Если у тебя есть вторая диаграмма, то на второй диаграмме, чтобы она оставалась однородной, ты должен использовать те же символы, что и на второй диаграмме, чтобы она оставалась однородной. Это значит, что если у вас снова будут эти средние значения периода, то снова будут зеленые треугольники, базальты снова станут красными точками. И эти другие средние значения периода, они снова станут желтыми треугольниками. Я также настоятельно рекомендую, что делать дальше, так это подпись к сюжету, то есть подпись к изображению. И подпись на самом деле включает в себя только то, чего нет непосредственно в сюжете. В данном случае это был бы, например, R2. Что значит R? Так что вы бы написали здесь, R означает резервуар. И это то, что находится внизу подписи к сюжету, не что иное, то есть только то, что не имеет прямого отношения к сюжету. Если ты все еще говоришь, что это все образцы из Эйфеля, ты вполне можешь записать это здесь. Тебе не обязательно делать это внизу, например, если бы весь сюжет был заполнен точками, то, возможно, Эйфель больше не поместился бы здесь, потому что точки накладываются друг на друга. Тогда это тоже может быть в подписи. То есть только те элементы, которые не вписываются в сюжет, на самом деле в подписи. Подпись. Если ты будешь следовать всему этому и делать это с самого начала, ты всегда будешь создавать очень красивые иллюстрации. Вероятно, самый распространенный или самый используемый и самый типичный сюжет – это ксис-кэтаплот. И в таком ксис-кэтаплот у вас есть две оси X и Y. И обычно таблица с данными может быть с магнием и кремнием, где есть какие-то значения 40, 30 и так далее, 20, 25 и так далее. И эти данные затем отображаются на этой диаграмме рассеяния. Так что характерной чертой этого является два столбца, один столбец, еще один столбец, и они наносятся друг на друга по осям, тогда у вас есть эта диаграмма рассеяния КСИ. И я просто хочу еще раз привести несколько примеров по этому поводу. Однажды я вызвал здесь базу данных, и теперь я выбираю здесь, например, клан Кар. И тогда я могу выбрать элементы здесь внизу, я беру элементы здесь, а затем помещаю их туда. Мой алюминий, как это здесь, против кальция и рисую это. А потом по оси Y у меня есть кальций, а по оси X сейчас нет кальция, алюминий, кальций.
потому что здесь я делю алюминий на кальций. Тоже идет. Не имеет значения, если это сейчас здесь, так что я тоже могу написать здесь 1, тогда у вас есть только алюминий. Не имеет значения, есть ли у вас сейчас алюминий через кальций или алюминий. В обоих случаях это значение практически столбец, и это значение или этот кальций через алюминий, или только алюминий, затем сопоставляется с кальцием. Я ведь могу взять и совсем другие вещи. Например, сопоставить содержание оливин-фиолита с содержанием пироксен-ферросолита. Это уже несколько обработанные данные, но это тоже не имеет значения. По сути, снова два набора данных. Один раз пироксен-ферросолит, содержание оливин-фиолита. Они сопоставляются, и тогда получается диаграмма рассеяния КСИ. Или другие примеры, конечно, я также могу взять изотопы, любой, например, изотопы хрома против изотопов титана, я могу построить график, или сделка по изотопам кислорода-3. Где здесь дельта 18, 16 ОУ против дельты 17, 16 ОУ? Это тоже две даты, наборы, построенные друг против друга. Это немного, если быть совсем точным, возможно, не пограничная, но вероятно все же скорее диаграмма разброса. Если вы построите такое количество элементов в зависимости от температуры их конденсации, то здесь у вас также будет температура в виде набора данных от 400 до 1800 кельвинов против всего лишь одного в той же области. Заболеваемость нормализовалась. Но также и своего рода диаграмма рассеяния или даже данные. Это была бы диаграмма рассеяния, где у вас есть наклон астероидов, и вы строите график в зависимости от расстояния от Солнца. И так как только у вас есть два набора данных, которые вы строите друг против друга, у вас есть диаграмма рассеяния. Очень распространенный тип диаграммы – это диаграмма категорий. Для этого у нас есть разные категории по оси X. Это также могут быть, например, элементы, такие как кальций, алюминий, магний, кремний, натрий, рубидий и так далее. И в этом случае это было бы уменьшением волатильности. Так что это то, что мы конденсируем. Температура выше, чем у натрия и рубидия, которые являются летучими элементами. И, например, на оси Y у нас были бы нормализованные содержания Ci. Тогда, возможно, здесь были бы кальций, алюминий, магний, кремний, а натрий и рубидий были бы еще ниже. И тогда эти точки можно было бы соединить линией. И в этом случае это также называется линейной диаграммой. То есть линейная диаграмма является подтипом категориальной диаграммы. И, конечно же, здесь могут быть и другие элементы. Ось X, как правило, это будут примерно те же элементы Земли: лантан, зеа, прозодим, неодим, самарий и так далее. Результат сам по себе был бы более или менее таким же, вот такая линия. И давайте посмотрим на это. Смотри, что сейчас типично для графика категорий. Мы составляем здесь таблицу данных. Тогда вот эти категории, и здесь внизу будут данные: лантан 200 промилле, С190 промилле, брассельдиум 170 и так далее. То есть график категорий состоит только из одного, то есть одного данные. Набор данных из строки данных или столбца данных в зависимости от обстоятельств. Конечно, возможно, что у нас все еще есть второй набор данных, то есть 1 и 2. Но тогда это тоже будет вторая строка. Дело не в том, что данные здесь каким-то образом сопоставляются друг с другом. Они находятся отдельно друг от друга, и если мы добавим еще один набор данных, мы все равно получим еще одну строку. Но теперь мы можем принимать в качестве категорий не только предметы, но и любые другие вещи. Например, мы можем взять здесь типы кондров. То есть, например, покондрен, попкондрен, боукондрен, рп-кондрен и так далее. А на оси Y мы потом запишем частоту. И она была бы в точке Поу, может быть здесь для точки Поу. Боб-кондры еще выше, боу-кондры меньше, РП-кондры также довольно редки. И поскольку у нас частота находится на оси Y, это называется гистограммой. А значит, и гистограмма — это подмножество графиков категорий. В специальной космохимии на графике категорий есть еще одна группа или еще одно популярное представление. И действительно, если у вас, например, здесь дельта 56 железа, а на оси Y, то здесь каким-то образом отображаются точки. И эти точки получают еще одно название образца.
Например, альенда, здесь какой-то кандрё, здесь ци, затем еще матрица, затем идут, может быть, еще мертисен добавит к этому и так далее. И поскольку теперь на оси Y практически ничего не изображено, это также называется Caltech-Pool. Но на самом деле это тоже не что иное, как график категории, поскольку все эти названия образцов не что иное, как категории. И у вас есть только один набор данных, который представлен здесь. То есть график категории, набор данных, это типично для этого. И я бы еще очень хотел его собрать. Приведи еще несколько небольших примеров по этому поводу. Для этого я беру MacBase и выбираю контуры CVCK, а затем перехожу к разделу категорий ниже. И вот здесь, например, выбраны редкоземельные элементы. А затем вы видите редкоземельные элементы CVCK. Для этого нужны разные записи. Или я выбираю высокосидерофильные элементы и строю их, так что это высокосидерофильные элементы, категории и так далее. Я, конечно, могу выбрать гистограмму и затем, может быть, изобразить магний, тогда у меня есть магний из метеоритов, или соотношение тоже идет. Сам по себе тоже. Это тоже всего лишь набор данных, а затем я получаю здесь соответствующие результаты. Кроме того, это тоже категории. Так что это количество элементов, иногда нормированное на атомное число, количество в нашей Солнечной системе. Потому что атомное число — это ведь не непрерывное число, это не температура или расстояние или что-то еще. Это отдельные категории, атомные числа здесь, в этом месте. И это не просто количество элементов, это количество элементов в нашей Солнечной системе, это количество элементов в нашей Солнечной системе, мальчик, потому что атомное число. Это не непрерывное число, это не температура, не расстояние или что-то еще, это отдельные категории, атомные числа здесь. Вот почему это график категорий. Или общий состав метеоритов, здесь магниты CI нормализованы, здесь внизу различные группы метеоритов, это тоже график категорий. Но это тоже график категорий, например, то есть по оси X расстояние от Солнца, типы астероидов. Вот типы астероидов, вот частота, так что в этом случае это снова будет гистограмма. То есть графики категорий, набор данных, который затем всегда будет отображаться здесь. Один из самых известных способов построения чего-либо — это простая функция, например, y равно x2 или просто f из x равно x2, что да, одно и то же. Так вот, если представить это на графике с x против y, а начало координат находится в точке 0,0, как известно, получается вот такая парабола. И я хочу еще раз представить это в математической программе здесь. Поэтому я построю это снова, запишите график x в x в квадрат, и x должен быть определен от 0 до 4, например. И тогда я снова получу вот эту самую притчу. Теперь это тоже довольно часто требуется в космохимии. Если вместо x2 использовать x2, это не так часто встречается в космохимии или геохимии. Но можно взять другую функцию и просто вписать сюда другую формулу, например, для фракционной кристаллизации, для периодического плавления, для диффузии, для полезности для сердца. Уравнение для испарения. Или тоже нормальное фракционирование по Релию. И я хочу вкратце показать это. Итак, формула для фракционирования по Релию. Соотношение, то есть R для отношения чего-либо равно, и тогда F доля выпаренного материала. F высокий альфа, для этого я пишу только 1 с буквой А. Минус 1. И это формула для дробения по Релию. Теперь я могу поместить эту формулу вот сюда. Правда, не весь, а только эту часть. Я когда-нибудь напишу это здесь. И теперь мне тоже нужно определиться. Теперь у меня больше нет х здесь, что такое х. И в этом случае f это х, поэтому я пишу здесь не х, а f. И тогда мне все еще нужно определить а, например, как 0,99. Коэффициенты деления всегда немного отличаются, порядковый в 1. И тогда я могу выполнить все это и получить здесь соответствующую функцию. Конечно, это имеет смысл только от 0 до 1, потому что тогда вы также достигнете 1 здесь. И поэтому теперь вы можете использовать здесь любую формулу, какую захотите. Как я уже сказал, плавка, смешивание и так далее, и таким образом вы можете просто построить график с помощью на оси x переменного параметра, который в данном случае сейчас, например, равен f, но может быть и все что угодно другое, своя доля.
Это смешанный расплав или смешанный компонент или что-то еще. И это простая функция. Функция построения графиков, которую очень часто используют, хотя ты даже не осознаешь этого, это построение параметров. На обычном графике, например, y равно синусу от x. И все это выглядит следующим образом. Здесь есть ось y, ось x, и синусоидальная функция от 0 до 2 выглядит примерно так. И я хотел бы сейчас назвать ось не y, а y1, и это тоже y1. А на оси y1 таким образом показано значение y этой функции, если x изменяется от 0 до ровно 2. На диаграмме параметров эта ось x не показана. Так что нет никакого представления о значении, которое варьируется от 0 до 2. Скорее, у тебя есть вторая функция y2. Например, косинус от x. Если у тебя и здесь есть соответствующий график, то он выглядит примерно так. Не совсем так. Ниже, но идея уже ясна. А потом у тебя снова есть y2 и снова здесь x. И опять же тогда получается так, что значение y косинуса представлено здесь, на этой оси y2 в данном случае. Но и здесь теперь будет эта ось h, или как ее еще называют, ось h, или ось h, или ось h. Значение x значение не представлено. Скорее теперь мы берем две оси, эти две функции y1 и y2, и представляем их соответственно на этих двух осях. Это означает, что синус теперь, например, да. На y значение синуса, представленное на оси y, и косинуса, представленного здесь на оси y2. Так сказать, здесь было бы значение синуса x по оси y1, а синус и значение косинуса x по оси y2. И параметр x или изменение параметра x, которое вы не видите, конечно, все равно будет изменяться, но не будет отображаться. И я хотел бы еще раз проиллюстрировать это немного лучше здесь, с помощью программы для математиков. Для начала синусоидальная диаграмма x на интервале от, то есть переменная x на интервале от 0 до 2π. А затем я вставляю это туда и снова получаю эту синусоидальную функцию здесь, как только что было показано. Теперь я еще хочу изобразить косинус. Я скопирую функцию и запишу косинус здесь. Тогда у меня есть косинус, правда, на двух разных графиках. Но я хотел бы иметь только один график. Я сделаю список на графике, а затем напишу здесь чистый косинус x и могу это опустить. Тогда у меня есть график, и там показан косинус и синус одновременно. Если ты все еще хочешь это увидеть, я мог бы включить сюжетные легенды. Ты еще увидишь синусоиду в синем, косинус в оранжевом. Теперь я хочу сделать из этого график параметров. И по сути у меня уже есть все для этого, потому что на графике параметров у вас также есть список, а затем один раз для оси x у вас есть синус, а для оси y здесь есть косинус. То есть один раз синус, один раз косинус для x и для y. Но команда параметрический график. И тогда я могу его изобразить. И тогда он появляется здесь. И тогда на оси y один раз отображается синус, а на оси косинусов один раз синус, на оси x один раз косинус, на оси y один раз косинус. Или как раз наоборот. И тогда вместо всего этого ты получишь этот круг. И я сделал здесь программу, чтобы представить это еще немного точнее. Теперь я могу изменить значение x здесь. Как я уже сказал, больше не будет изображен, соответственно здесь в первом сюжете или в косенсе он будет изображен s, во втором параметрический сюжет. И в основном всегда это значение, всегда значение y здесь. Это то, что представлено здесь. Да, так что тогда вы также можете видеть, что на оси y, по-видимому, представлено значение косинуса, потому что здесь при x равном 0, косинус равен 1. Так что, черт возьми, да, тогда вы также можете видеть, что на оси y, по-видимому, представлено значение косинуса. Потому что здесь при x равном 0, косинус равен 1, так что это значение косинуса равно 1, а синус равен 0, значит 0,1 значит. Синус находится на оси h. Тогда я изменяю значение x здесь, и в зависимости от значения
X, которая затем также отображается здесь на круге, я могу видеть, где ты сейчас находишься. И это график параметров, как я уже сказал, он встречается относительно часто. Одним из графиков для этого является, например, изохрона. Иногда мы можем захотеть изобразить вещи не только на одном графике, но и на двух графиках. Разные типы сюжетов. Например, у нас есть данные, которые мы хотим затем изобразить на диаграмме рассеяния. А потом, может быть, мы хотим добавить еще одну модель, и для этого нам нужен график параметров. А затем мы хотим изобразить их обоих на одном графике. Это было бы сочетание сюжетов, и я хочу привести пример, чтобы это немного проиллюстрировать. Итак, я подготовил здесь несколько данных, и я позволю вам представить их в виде таблицы, чтобы увидеть это немного лучше. И эти данные представляют собой два столбца данных. Это означает, что вы можете построить эти столбцы данных друг против друга, один раз магний и один раз кремний. Итак, здесь мы строим график магния против кремния, а затем получаем диаграмму рассеяния КСИ. Мы делаем это с помощью листплот, и вот как выглядит этот график здесь. Теперь он должен быть немного красивее и понятнее. Сначала не хватает некоторых данных. Иногда это становится внутренней возможностью. Обрезаны, чтобы сделать сюжет более понятным. Но здесь это не должно быть так, здесь все должно быть изображено. И это то, что я делаю с помощью этой команды plot range full. И тогда вы можете видеть, что они просто перестали отображаться здесь. Кроме того, это должно быть немного понятнее, поэтому я делаю там рамку. Rom, тогда рамка должна быть немного другой по стилю. Она должна быть черной, а размер шрифта должен быть 16. Для этого весь сюжет должен быть немного больше, и тогда нам понадобится еще одна надпись. На оси X у нас есть кремний в процентах по весу, а на оси Y магний в процентах по весу. И когда мы смотрим на это, все выглядит намного лучше, и в основном мы закончили с первым изображением, первым сюжетом, первым КСИ-сюжет. Но теперь мы хотим нарисовать здесь еще одну фракционную кристаллизацию. Это должно показать отсюда, в зависимости от минерала, который мы выбираем, как, например, происходит расплав здесь. Может развиться. Я однажды подготовил приказ, который мы сейчас не будем обсуждать, которого зовут фракхрист. И вот первое, что у нас есть, это F, что такое доля воспламеняющего минерала, так что, например, 10% не учитывается в стоимости леса. Затем исходный состав. Давайте возьмем магний с исходным составом, скажем, 24% по весу, тогда вы все равно должны указать, что это магний. А потом я приготовил здесь несколько минералов, названия которых мне нужны, не для того, чтобы я там прописывался, я скопировал это. И я добавляю их сюда, затем я делаю это, а затем, конечно, что-то должно быть указано для F, например, 10%. Абстиненция, и тогда это магний, который здесь остался. Теперь я тоже могу построить все это и снова ввести значение F, а затем построить параметр F между 0 и 1. И вот как все это выглядит для магния. И магния в какой-то момент его больше не будет в расплаве, может быть на уровне 65% или около того. Вот почему я делаю для F не 1, а, например, 0,6. От этого осталось немного. А теперь я хотел бы разделить не только магний, потому что в оперном сюжете у меня есть магний и кремний, но и кремний. Тогда я составлю здесь список из двух функций. Один раз первая фракционная кристаллизация, потом еще вторая. Кремний, может быть, начинается с 21 года. И это кремний, которого здесь лишают. И теперь у меня есть еще кремний, и он увеличивается, как и должно быть. Но теперь я хотел бы добавить это сюда. Это невозможно, потому что у меня есть параметр здесь по оси X, параметр F, и у меня есть параметр по оси Y, и я не могу этого сделать. Потому что у меня есть параметр здесь на оси X, параметр F, и у меня есть параметр по оси Y. Я когда-то изображал кремний, а когда-то изображал магний. Так что теперь я просто хочу, чтобы только значение здесь, значение магния, было сопоставлено со значением кремния. Будет нанесен на карту. И это можно сделать, сделав из него параметрический график, а затем запустив его, и вот как все это выглядит. И это уже замечательно. Я мог бы написать здесь вместо Форстера insert или что-нибудь еще. Но теперь я хочу сначала изобразить это вместе. И для этого я скопирую этот сюжет сюда, присоединю его к другому сюжету и сделаю команду показать вокруг него, а затем и то, и другое будет показано вместе. Вместе в одном сюжете изображено и это. В данном случае это выглядит следующим образом.
И это уже примерно то, как я хотел бы это представить. Я еще не уверен, что это может быть неправильно. Да, это было неправильно, это должно быть так изображено. Сначала идет X, конечно, кремний это X, магний это Y, и тогда все выглядит примерно так, как мы себе это представляем. И я готовил здесь то же самое. Уже немного. Немного красивее, и вот снова показано это изъятие, а затем я могу установить это здесь ниже, и я также получаю изображение того, сколько минерала в случае с фастридом было изъято. И у меня есть моя модель здесь, или я могу выбрать переднюю вставку и посмотреть, что произойдет, если удалить вставку, или если удалить альбит и так далее. Таким образом мы можем комбинировать сюжеты, соответственно, для этого нам нужно комбинировать сюжеты, и это важно. В некоторых случаях мы хотим представить три даты. Что это значит? С двумя датами, с двумя рядами данных, мы можем взять очень простую диаграмму КСИ, например, магний, кремний, у нас есть 20, 22 и так далее. Кремний 17, 19 и так далее. А затем мы возьмем здесь известную диаграмму магния и кремния и можем поместить туда всю диаграмму КСИ. Вводите данные. Но что если у нас теперь есть третья серия данных, например, содержание кальция в 7, 9 и так далее процентах? Тогда нам нужен график с тремя осями. И все в порядке. И именно тогда мы сделаем треугольную диаграмму или тройную диаграмму соответственно. И нарисуем здесь магний, кремний и кальций. Теперь, конечно, вопрос в том, как мы нарисуем здесь точки. Во-первых, нам нужно перенормировать 3 точки на 100. Это означает, что мы берем эти 3 точки здесь и практически делаем перерыв. Так что в данном случае это было бы что-то вроде того, если бы мы приняли это за кальций. Кальций делится на магний плюс кремний плюс кальций. И это то количество кальция, которое мы здесь вводим. Затем мы делаем то же самое для магния, просто затем мы добавляем магний сюда. То есть только этот верхний, только числитель меняется, знаменатель всегда остается прежним. И тогда мы получаем здесь доли по 100. Итак, если мы посчитаем это для всех трех, мы получим значение для кальция, кремния и магния, которые в совокупности дают 100 или 1. На 100 здесь нужно было бы добавить еще 100, умножить на 100. Хорошо, теперь на этой диаграмме, теперь мы перевели эти целые числа. Как они здесь вписаны? Это ясно, если мы начнем, например, с кальция, а кальций находится здесь наверху, то здесь кальций будет на 100% выше. И теперь для простоты мы просто скользим по этой соединительной линии кальций-кремний в направлении кремния. Тогда, может быть, здесь было бы 80%, 60% кальция и так далее. Но его становится все меньше и меньше. В то же время здесь кремний увеличивается, если здесь внизу есть кремний, то есть здесь 20. Потому что здесь наверху 0, 20, 40 и так далее. Здесь внизу 100% кремния, и соответственно здесь будет 80, 60 и так далее. Это, конечно, верно для обоих направлений, так что если кремний движется в этом направлении, то точка скользит, то здесь было бы 80, здесь 60 и так далее. А вот здесь было бы 0. То есть здесь у магния 0 кальция, 0 кремния, но 100% магния, 80% 60 и так далее. И то же самое здесь 80, 60. И так далее. И здесь выше 80 кальция, 60 кальция, соответственно 20 магния, 40 магния, здесь выше 0. Теперь эти линии можно соединить. То есть, если здесь 80, а здесь 80, то здесь можно соединить одну линию. И все, что находится на таком расстоянии от линии, и каждая точка, которая находится здесь, на ней, например, такая, будет иметь 80% кремния. И так мы можем продолжать рисовать линии 80, 60, 40 линий и так далее. Те же самые линии мы можем сделать для кальция, так что это не то же самое, но та же схема. Здесь 80% линия, 60% линия кальций, а также для магния 80, 60 и так далее. И тогда по этим линиям мы сможем определить, например, в каком составе находится такая точка. И я хочу еще раз вкратце маленький
Показать это немного более интерактивно. Здесь показана такая диаграмма, более близкая к троице. И вот точка. И теперь я могу свободно перемещаться по этой тройной диаграмме. И вот здесь справа показан состав. Аннотированный СУ2 и фосфорит, цвета в соответствии с вот этими линиями. То есть, например, если я поставлю точку вот на этой самой точке пересечения, то она будет иметь от СУ2, то есть линии СУ2 здесь. То есть 90, 80, 60, 70% СУ2. 90, 80, 70, 60, 60, здесь 2Т. Стоит ли это и здесь? Тогда линия форстерита здесь 0, так что синие линии — это линии форстерита. У нас это было только что отсюда, так что это было бы 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20. Или с другого направления 10, 20, идите быстрее. А также линия анатита, вот эти весы, то есть раз 10, 20% анатита, точно так же, как написано здесь. И потому, как это выглядит, это очень легко прочитать. Так что если я думаю, что точка находится именно здесь, в ней должно быть 10% СУ2, я могу и здесь. После проверки да, имеет 10% СУ2. Так что с помощью такого рода линий эти точки очень легко вписать или прочитать на этом графике. И это тройная диаграмма.